Привет, привет. Как дела? Как твой сон? Я наконец-таки за последние несколько дней легла нормально, не поздно и проснулась утром. А то живу по какому-то московскому времени. Ужас. Кстати, что забыла совсем. Так, Так, сейчас что-нибудь в чат напишешь, твой аватар появится, наверное. Возобновила. Надеюсь, теперь будет работать нормально. Так, команды. Список команд, вот. Сервер. Что там у нас? Тяжело в таком темпе, когда у тебя уже почти утро, а у нас только вечер. Ну да, разница во времени, это тяжело очень. Пердеть. Привет, привет, как дела? Что за пердеть? Команда. Понятно. У меня 14:04. Ну вот, а у меня уже 8:04. Чё, как дела? Мы сегодня не в Sims будем играть. В ужастики будем опять. У нас сегодня выходной стрим. Выходной хоррор-стрим. Да, у меня уже вечер. Я же под вас картошечки подстраиваюсь. Ну, стараюсь подстраиваться. Конечно, не под всех. Не получится прям. Привет, привет с Ютуба. Там какой-то странный смайлик отправила, поэтому не получилось. Сейчас я его показала опять. Ну, ужастики норм тоже. Ну, я буду все равно стараться под свое время все равно укладываться. А то так все равно тяжело Под всех все равно тоже не подстроишься. Просто, например, если я буду стримить как у себя, в мое время, там, днем, да, никто же смотреть не будет, ну, из центральной России. Все же будут спать. Все супер. Вчера ходила маме за подарком, еще бы она его до понедельника не увидела. Интересно, а что хочешь подарить? Если не секрет. Команды вроде работают. Объятия. Объятия. Ну-ка. Чё? Там, короче, команда как-то по-другому пишется. Так, сейчас. Ну-ка, если так. Ой. Неправильно, что ли? А так. О, бежит, 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 смотри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Получилось? Ну, вроде бежит. Целеустремленно прям. А, нет, смотри, встала. Черт. Не получилось, что ли? А если так? Блин. Походу не работает команда опять, что ли.
Ну-ка. А, нет, смотри, не работает все равно. Ты вроде ко мне бежишь. А, нет, все. Чуть не работает. М. Да, банально набор ножей и кофе, но думаю, ей понравится. А что за ножи? Интересно. Как вообще это? Я тут смотрю команды. Баскетбол еще команда есть какая-то. Что за баскетбол? Вау, это что такое? Присоединяйся красный, присоединяйся синий. What? Это что такое? Аватар баскетбол начинается. Введите присоединиться красный, синий, чтобы играть. О, господи. Например. Введите угол и мощность, чтобы стрелять в ваш аватар в корзину. Чё? Кого вообще? Как это? А можно как-то это отменить? Чуть не получается. А я пишу, что-то не получается. Что это? Обычные кухонные она готовить любит, а старым лет 10 уже. Знаешь, какие самые клевые ножи? Это самура. Они очень острые. Твоей маме они бы тоже понравились. Введите угол и мощность. Стреляйте в ваш аватар в корзину. Чё? 180. Блин, я не понимаю, что это такое вообще. А как это отменить? Так, ладно, сейчас отключу. Надо к этому привыкать, к этой, я не знаю, как тут вообще. Перезапустила, короче. На них еще заработать я бы сама от таких не отказалась. Ну да, они дорогие, но они стоят того, в принципе. Сколько у нас там зрителей? О нет, опять. Привет, хочу предложить продвижение вашего канала. Зрители, фолловеры, просмотры, чат-боты. Цена ниже любого конкурента. Знаете что? Вот. Идите со своими продвижениями к другому стримеру. Заколебали. Как будто мне делать нечего. Кому надо, тот присоединится. Кстати, я же Discord сервер завела же. И там присоединились люди, а я их не знаю, короче. И они там начали обсуждать Тарков. Ну, игра есть такая, короче. И что-то мне это, ну... Я, конечно, понимаю, можно обсуждать любые игры там, но я бы хотела, чтобы игры обсуждались, типа, со мной. Типа, потому что это же все-таки мой, как бы, сервер, да? А там, ну, начали писать, что это...
Но это же чат, тут это... Мы же тут общаемся, там... Чат для этого и создан. Я не знаю, это правильно, неправильно так. Просто я понимаю, тут человек мне помог, да, он позвал каких-то людей. Но просто я этих людей не знаю, блин. И они тут обсуждают World War 3, что-то там через час будет готов. Чувак пишет, я пока на работе. Понял. А я еще качать даже не начинал. Это как-то относится ко мне вообще? Я понимаю, я там не королева, да, там какая-то, чтобы Тарков обсуждали. Я понимаю, я не королева какая-то там, чтобы там что-то делать, да, там имеется в виду ставить какие-то правила жесткие или что-то там еще. Вот мне не нравится, вот это не обсуждаете, я это и не имею в виду, просто мне бы хотелось, чтобы если люди присоединяются к моему Discord-серверу, чтобы мы как бы коннектили друг с другом. Если вы на меня подписываетесь в Дискорде, то ознакомьтесь, пожалуйста, куда вы подписались вообще. Если вам надо просто, чтобы флудить, там, чатиться, создайте тогда свой чат и флудите там, я не знаю. А просто так... Ну так и скажи, мол, это мой канал, тут обсуждают только меня и боготворят меня, и других тем не должно быть. Ну, не боготворят прям, я же не говорю так. Я не хочу показаться человеком, который какой-то ЧСВ и еще что-то кто-то. Я не такой человек. Просто не знаю. Ну вот, ты пришел к какому-то чуваку на сервер, да, там какой-то, допустим, этот непопулярный стример, да? Обычно чаще это место встречи разных друзей и их интересов. Ну да, но... Ну давайте тогда, не знаю, заходите, да, ко мне в Дискорд и говорите вообще о чем угодно. Там я там сходил в кино, там все такое. Ну, имеется в виду, там... А я вот эту игру играю, я понимаю, что вы эти игры играете. Но можно, пожалуйста, как бы разделять мои интересы? Например, я вот сейчас играю в Sally Face, да? Давайте пообсуждаем Sally Face, типа. Но эти люди этого не будут обсуждать, потому что они играют в Тарков. Они даже не знают, наверное, что такое Sally Face. Тогда зачем они у меня на сервере? Я не понимаю просто. Я их не хочу выгонять или еще что-то. Я не хочу их обидеть. Поэтому я не говорю, типа, не обсуждайте меня, валите отсюда, да? Обижаешь. Это ты опоздала, Салли. В смысле опоздала? Я же не говорю, боготворите меня, там все такое, я тут королева, я тут принцесса. Ну, когда был бум Sally Face. Ну, извините, у меня не было тогда мощного компьютера, у меня не было камеры, у меня не было микрофона. Ну, извините меня, что я такая отсталая. Ну, извините, что я так поздно начала. Но я хотя бы начала. Хотите обсуждать что-то совсем стороннее, создайте свой чат. А то будто не вы к ней пришли, а она к вам. Да, вот я про это говорю. Как будто реально, как будто там какой-то левый человек. Я создала свой сервер-канал, и я еще должна это сидеть и просто смотреть на это все, типа, они обсуждают какую-то другую игру, ну ладно, типа, я не буду им мешать. Ну да, я вам не буду мешать, господи, общайтесь.
Ну просто ты посмотри, как ты пишешь. Ты не быкуешь, но посмотри, как ты пишешь. Ты пишешь вот, ну так и скажи, мол, это мой канал, тут обсуждают только меня и боготворят меня, и других тем не должно быть. Это разве ты не быкуешь? Например, вот ко мне вот кто на меня подписывается, они подписываются из-за чего? Из-за того, что я какой-то человек, который им понравился, да? И они подписываются на меня. Это что значит? Что я им, наверное, как-то понравилась, и они из-за этого на меня подписались. А люди, которые сейчас подписываются на меня в Дискорде, они как-то вообще знают, что они здесь делают на этом сервере. Тогда требую поправку в правилах 1.1, мол, свобода слова запрещена. Изображение отстает. Да почему свобода слова запрещена? Ну чё, почему ты вот так вот все как-то переворачиваешь? Как может изображение отставать, не понимаю. Потому что ты просишь учитывать только твои интересы. Вот не надо гиперполизировать, снова ее виноватой делаешь. Снова я тут впервые. Ну, в чате-то ты впервые, конечно же. Но я тут по твоему нику поняла, что это ты. Тот самый, который в Дискорде тоже был. Есть, точнее. Разве канал создан не для того, чтобы учитывать реально мои интересы? Я не прошу, Господи, меня боготворить. Я не прошу делаться каким-то моим фанатом, блин. Я просто прошу, чтобы вы пределы как-то знали. И ты вот написал Салли Фейс, ты опоздала с этим. Ты что хочешь этим сказать? Что мне не надо в эту игру играть, я отсталая, что ли, типа того? Я вот, например, на свой сервер Discord я позвала своего друга. Больше я не... Еще в Telegram я тоже звала всех. Никто не присоединился. Ну, кроме тебя там и все вроде бы, все. И ты потом начал каких-то людей тоже, видимо, звать, потому что я вижу тут 1, 2, 3, 4 новых человека каких-то появилось. Я их не знаю вообще. Кто они? Это понятно, это может быть мои подписчики, но они даже не подписались на мой канал на Ютубе, не подписались на мой Телеграм. Они просто сидят у меня на сервере в Дискорде и все. Они даже, наверное, не знают, чем я занимаюсь, типа. Какие игры я играю вообще, они, наверное, этого не знают. Канал разве не создан объединять людей, которые пришли с твоего Ютуба в Диск в поисках новых друзей? А я знаю, что они подписаны на мой канал YouTube. Они это написали разве? Может быть, я же это не говорю, что они не знают. Я же говорю, может быть. Ну, значит, если это классика, то я рада. Игра будет чуть позже, потому что мы тут обсуждаем кое-какую тему. Ну, они знают, на какой они сервер пришли, к кому. Я же не говорю, что я там как какая-то богиня или еще кто-то. Не надо ко мне так относиться, как к какому-то кумиру. Я не прошу этого. А почему они об этом не пишут?
А почему? Ку-ку, ку-ку. Почему они об этом не пишут? Ну я же должна знать хотя бы это. Вас же не так много, мы же можем познакомиться, правильно? Ну вас же не 100 тысяч человек. Если вы вот так ко мне тесно подсоединяетесь к Discord-серверу, вы, получается, ко мне тесно уже подсоединились, понимаете? Вы уже как мне близкие, как, ну, не прям это близкие, не это имею в виду, а как это, как друзья уже стали. Я же должна как-то вас знать, не знаю, познакомиться с вами. Я же писала там, о, новые лица, молчание, окей, ладно. Второй человек присоединился, hello пишет, пишу, о, новые лица, здравствуйте, молчание дальше. Мы же с вами будем в Дискорде не только переписываться, ты понимаешь это или нет? Мы же будем еще с вами через голосовые каналы общаться тоже, тесно вот так вот общаться. Я создала этот канал, чтобы мы вместе играли в какие-нибудь коопные игры, смотрели вместе фильмы. Ну ты так еще ведешь себя, как будто бы как будто бы ты владеешь моим Дискорд-каналом, такое чувство. Может, мне тебе этот канал отдать, а я сама выйду, а? И общайтесь там на хоть какие темы. Ну вот именно, что надо знакомиться, ты понимаешь, знакомство и обсуждение игры. Я понимаю, что вы там обсуждаете игры, это ладно, окей. Ну, познакомиться-то сначала можно или нет? Капец вообще, короче. Ну вот именно, что надо какие-то рамки знать. Давайте тоже каким-нибудь там стримерам, к ютуберам заходить в Discord сервер и говорить совсем не о нем, там, ну, имеется в виду не о его канале, там что-то обсуждать, знакомиться, а говорить о своих каких-то интересах там. Ну, понятно, что, короче, меня это заколебало, эта тема вот эта, потому что мне это вообще не нравится. Мне хочется просто нафиг этот Discord сервер удалить и все, и не создавать ничего, блин. Короче, пришли говорить, что ты не права на своей территории.
В общем, будем смотреть с позитивной стороны. Это все опыт. Так у всех стримеров как раз-таки свобода слова. Я тут впервые такое встретил. Я ему про апельсин, он мне про лимон. Общайтесь. Ради бога, общайтесь, Господи. На любые темы общайтесь, все. Я вообще больше слова не вставлю в этот сраный Дискорд-сервер. Мое, короче, мнение больше не будет учитываться в этом Дискорде. Все, окей. Что там на Ютубе происходит? О, Господи. Что это, блин? Я не вижу эти сообщения в Ютубе. А я не вижу здесь эти сообщения. Я не могу их удалить. Я не называла вашу беседу флудом. Ты сказал, что еще не вечер. Все типа на работе, все заняты. Тогда начнется, ты сказал. Я понимаю, что такое флуд. Прости, что не соответствую твоим стандартам. Извини, что я тоже не соответствую твоим стандартам. Вот я, вот как ты говоришь, что я какая-то такая что я запрещаю свободу слова. Господи, сказала про какую-то игру, что вот так, и все, и началось-поехало. Что извините меня, что вы на моем сервере обсуждаете эту игру. Чувак тоже начал, типа, а чё, Тарков это чё, не хоррор, что ли? Ну, наверное, не хоррор. А что это? Шутер это же. И потом показывает какие-то видео. Как будто это, типа, хотите надо мной посмеяться, что ли, или что? Может, ты выйдешь вообще отсюда тогда? Мне не нравится то, что ты сейчас говоришь. В смысле оленем, как остальные? Я что, всех называю оленями, что ли, или что? У тебя какие-то понятия странные. Олени молчаливые. Ну, теперь понятно. Это не я сказала, если что. Вы все видите, кто это говорит. Так что, картошечка, ты олень молчаливый. Слышала, да? Хотя она единственная, которая всегда на моих стримах сидит. Никто больше не сидит. Я же про это не говорю ничего. Спасибо за комплимент. Вот, пожалуйста. Это не я так сказала. Не надо... Я же к тебе по-хорошему с самого начала отнеслась. Ты начал какую-то пургу нести. И сейчас ты еще хуже себя, короче, вот так топишь. Ну, будет. Будет, да. Подписчиков прям, да, будет. Именно подписчиков. Да что ты говоришь без негатива?
Извините меня, что я вот тут сижу на своем канале и что я препятствую вашей свободе слова. Да, я вот говорю, вот кто-то вообще очень сильно походу, это задело, что ему запрещают говорить о Тарков игре. У меня же написано канал фанаты Таркова же. Что-то я ни разу не видела людей, которые заходили бы куда-то и начали писать бы о своих интересах там. Имеется в виду о своих, которые игры они играют там. Ну, молодцы, что играете в Тарков, я вас поздравляю. Извините, я не разделяю ваши эти интересы. А вы можете разделить мои интересы? То, что я играю? Или мне только ваши интересы нужно разделять? То, что вы играете в Тарков, я должна такая... Ой, мне тоже надо установить эту игру и с вами поиграть. Мои же интересы тут вообще ни к чему. Вы же подписались на мой сервер, потому что я такая богиня, я такая вся целуйте мне пятки, я так прям говорю, да, сижу. Ну, извини, что я в твоих глазах не богиня. Можешь отписаться. Одному человеку больше, одному меньше. А может, ты не будешь мне указывать? Может, начнем? Начнем, когда я захочу. Привет, привет, Кику. А у нас тут такая вот серьезная беседа. Ну просто знаешь, вот после всего, что ты сказал, мне уже кажется, что ты мной просто командуешь. Как один чел тоже тут сидел, и когда я сидела, пела, он говорил, хватит, типа, молчи, там, пойдем смотреть фильм. Начнем, когда начнем. Может, я просто хочу поболтать с вами. Что значит, может, начнем? Ну, естественно, что все мы разные, это понятное дело. Но вы же приходите ко мне же. Вы же приходите ко мне, получается, как в мой дом. Я хочу разделить с вами этот дом, потому что вы мои гости, вы мои друзья. Я же к вам так отношусь же ко всем, я же никому не желаю какого-то плохого зла, чего-то там . Просто учитывайте мои интересы тоже, пожалуйста. Да тут, чувак, сложно быть твоим другом. Ну, наверное, сложно для тебя. Для других чуть полегче будет.
Но это уже близкие друзья. Ты тоже разделяй границы. Что типа вот друзья, с которыми ты общаешься вот так тесно, и друг, который по ту сторону экрана. Я же не должна же прям с вами, со всеми, прям с каждым интересоваться, там кто чем что занимается. Я же с ума сойду. Я для чего пришла сюда, в интернет, чтобы показать вам свое творчество, показать свои интересы. И хотелось бы, чтобы вы разделили со мной мои интересы. Я что, теперь должна с каждым из вас разделять ваши интересы? Понятное дело, что у вас еще не так много, но я же надеюсь на то, что у меня будет много людей, потом много моей аудитории. Но они же приходят как-то ко мне с теми интересами, которые у нас совпадают. Я уверена, что мы просто не так начали. Я же предлагаю компромисс. Ты сама себе противоречишь. Если нужно, чтобы мы разделяли твой интерес, почему ты не можешь хоть чуточку снисходительным быть к нашим? Я сказала, общайтесь, пожалуйста, окей, все. Делайте, что хотите на моем Дискорд-канале. Но, пожалуйста, не надо флудить, я сказала. Ты же сказал, еще не вечер. Я уже боялась, думала, сейчас начнется вот эти гифки будете сбрасывать, еще что-то, беседовать о чем-то и у меня уведомления не прекратятся, и мне придется что, в Дискорд, что ли, уведомления отключить у себя? Никому же не нравится, когда в чате что-то происходит. Резкое такое, быстрое. Там же другие люди же тоже сидят, вы это учитываете. Может, им что-то не понравится, и они потом выйдут просто, отпишутся и все. Ну, это ты уже сам себе придумываешь, проваливаете вот это все. Это ты сам сказал сейчас, не я сказала. Я говорю, кому надо, тот останется. Тот, кто будет разделять со мной мои интересы. Я, например, сейчас буду играть в эту игру. Потому что я хочу в нее играть. Тебе это не нравится, да? Ну, если ты, смотри, ты ощути разницу. Ты, когда я спрашиваю, например, у своих, да, своих людей, я спрашиваю, а какую игру еще можно поиграть? Какая еще? Я вот картошечка докажет, я вот так спрашиваю у себя в Дискорд, в Телеграм-канале, я так спрашиваю часто. Я еще в YouTube-канале тоже в этом сообществе также спрашиваю. Какие еще игры можно наподобие Sally Face там поиграть? Вот это вот. Я все спрашиваю, вот это вот. Привет. Додумывания пошли. Чел, что-то не нравится, никто не держит. Не нужно себя вести с барского плеча, примирение скину. Да я понимаю, что никто не говорил этого. Просто я, наверное, это как-то не так, как вам хотелось бы, отреагировала, что ли, или что? Я и на Ютубе, и в Твиттере, и на Трово. В Твиттере, на Твиче, наверное, да? Ничего себе, это ты как? Сейчас посмотрю. Опа, теперь я тут тоже. А, ты написала в этом, оказывается. На Трово написала. А, точно, вот сообщение, оказывается. И чё, как там на Трово?
Трова — это запасной, короче, вариант, чтобы, если что, если вдруг с Твичом что-то случится, не дай бог, конечно. Да, ничего, нормик. На Ютубе там вроде это... так себе вроде. Поэтому это так просто. Я вообще начинала на Трову стримить раньше, помню. А нет, я на Твиче начала стримить. Я начала стримить этот Лигу Легенд. И потом там мне один чувак подсказал, что типа вот Трова появилась, новая площадка, туда давай быстрее, пока она только-только, короче. Ну и все, я сразу на Трову зарегалась и начала там, короче, Лигу Легенд стримить. Я всегда еще у своих подписчиков спрашиваю, как у них дела, что нового произошло. Я люблю, когда люди имеют обратную связь. Я это понимаю все. Просто, скорее всего, мне игра Тарков не нравится, поэтому у меня произошла такая реакция, наверное. Может быть, кто знает. Но я не хочу говорить напрямую, но я уже сказала, естественно, что вот ты добился этого, что мне игра Тарков не нравится, да, все. Доволен? Я просто не хотела этими словами вас обидеть, понимаете? И то, что ты говоришь, что трудно быть моим другом, ты очень сильно меня этим обижаешь. А у тебя есть диск-группа? Да, есть. Вот как раз мы ее и обсуждали сегодня. Вот. Я сейчас смогу скинуть ссылку, в принципе, в чат. Ты смотрела сериал Аркейн? Если нет, то... Да, я смотрела его. Аркейн, да, обожаю. Я же сама тоже лолер, или как говорить. Только я в лол уже давно не играю. И вот. Сейчас ссылку скину. Так, пригласить людей. Ой. Так, ты же на Трово, да? Сейчас я на Трово скину, чтобы тебе удобно было. Вот. Ничего страшного, с этого стоило начинать. Никто бы не обиделся. Не ссыте, я уйду. Ну, не надо угрожать, что ты уйдешь и так далее. Там это. Человек, если когда захочет уйти, он просто молча уходит и все. Не надо вот это писать, типа, я там могу уйти и все. Я никого не выгоняла, ты это сам сказал. Я никогда никого не выгоняю, если не доходит до какой-то предельной точки. До каких-нибудь извращений или еще чего-то. Вы, в принципе, ничего такого плохого-то не сделали. Я что, говорю, что вы какие-то плохие люди, что ли? Все нормально было, просто я не хочу вас обижать тем, что мне что-то вот не нравится. Ой, блин. Елена, моя тезка. Сейчас. Все. Вот, уже новый человечек появился. Тебе не угодишь. Это тебе не угодишь. Ты себя просто со стороны не видишь. Как ты пишешь. Я тоже не люблю ни Тарков, ни Пупка, ни Майнкрафт, и от этих слов никому никогда не обидно. Ну, я просто такой человек, и я не хочу как-то бежать людей своим мнением.
Так, а чё? Блин, я не взяла этот, оказывается. Забыла совсем. Мне не то, чтобы эта игра прям не нравится, я прям там как будто бы ненавижу ее. Просто я не разделяю эти интересы. Мне бы не хотелось, чтобы на моем сервер-канале, Дискорд-канале обсуждали эту тему. Все. Господи. Такую из мухи такого слона сделали, просто жесть. Shoulder, handle, shoulders. Но я много раз делилась таким мнением, и никогда никто не обижался. Ну, теперь тогда я буду сразу напрямую тогда говорить. И уже тогда сами там обижайтесь, не обижайтесь, что хотите делать. Я просто никогда не говорила, я не люблю БТС. Вообще детский. Чё? Ну, мы поняли, твоя проблема берет начало еще с детства, но я уверен, что это очень скучно, и вообще мы тут не за этим. Вообще детские травмы — это жесть. Перед вами психолог, педагог. Ну, какая у меня детская травма тогда, скажи? Может, ты меня прочитаешь как книжку? Со стажем 100 лет профессионал. Ну, картошечка, зачем ты так грубо прям? Ого, 31 числа будет прямой эфир в Симсе по МСК. Что-то будет интересно, новенького, как думаешь? Привет всем, получилось на стрим попасть с светом. У меня Сири включился, не в тему. На стрим попасть, совсем проблемы были. Как вы? Да, нормально. Только вот одну дурацкую тему обсуждали. Но мы, в принципе, уже вроде как забили на нее. Я тебя рада видеть, кстати. Главный помощник по Сали Фейс. Ну, надо бы рассказать немножко о себе. Мне рассказать? Ну, ты задавай вопрос. Может, ты меня поймешь как-нибудь. Прошу прощения, просто бесплатная консультация психолога в наши времена — редкость. Кстати, да, может быть, консультацию проведешь. Может, у меня реально какие-то проблемы. Я этого не отрицаю. У всех проблемы бывают. Мы не все рождаемся здоровыми. Ой, не рождаемся, имеется в виду, а вырастаем здоровыми. Много раз переезжала, какие-нибудь потрясения, развод, смерть. Господи, упаси Боже, нет, у меня развода не было. Я ни разу не была замужем. И смерть, ну, это уже личное, мне кажется. Прям этот... Ну, смерть. Ну, я прям так сразу не могу сказать. Чья смерть вообще? Родители, мы ж про детство. Почему ты говоришь развод? Типа развод этот родителей? Ну да. Мы же не все из идеальной семьи, наверное. Пипец, со смертью это перебор. Ну, люди бывают разные, как он сказал. Так что вопросы бывают тоже разные. Границы уже переходят. Работа такая, извините. Да, я так заметил, что у вас и другие игры еще были, которые я пропустил. Тот же Амори, Молоко, Рен. Может, и там с чем-то помог. Жаль, что раньше к вам на канал не попал. А мне, кстати, в Аморе помогал этот тоже мой подписчик Данил. Он тоже там хорошо в этом разбирается. И мы вместе с ним прошли. Чисто 1 на 1, короче, были. Но он у меня на стриме сидел также. Никто, в принципе, и этот не сидел. И вот он мне помогал проходить.
А то я сама как-то не очень там это, я уже потом такая: «А давайте типа на стриме все вместе поиграем». И он такой типа: «О, давай». Сейчас он просто не заходит, он говорил, что у него с учебой, короче, там этот дела. А так он бы сейчас, наверное, тоже посидел бы на стриме, скорее всего. Мне вот о море, кстати, девочка какая-то подсказала. Она мне подсказала вот Мисс Фортюн, о море и еще какие-то игры, не помню. И пропала куда-то. О, привет! Я думала, ты уже давным-давно меня забыл и отписался. А я уже, как видишь, уже Лигу Легенд уже давно не играю. Я думала поиграть, может, опять снова, чтобы аудитория какая-нибудь новая подтянулась. Но что-то это... Мне Данил, кстати, говорил, может, в ТФТ поиграешь. Я, кстати, в ТФТ один раз только играла и ничего не поняла. Так, дальше что у нас? Ой, метанол не положила. А метанол где? Кто-нибудь видел метанол? Ой, что-то опять с ума сходит. Где метанол? Ну что ты, как я мог бы? Просто столько времени прошло. Ты прикинь, да, сколько ты не был на моем стриме. Кстати, ты откуда пишешь? Ты же с Трова пишешь, да? Угу. Ты можешь, кстати, на Twitch, если хочешь, подписаться. Я не берусь утверждать, возможно, твоей матери было сложно заниматься воспитанием, у нее был гиперопекающий тип родителя, поэтому тебе ничего не давали выбирать и за ручку всюду таскали, пока не выросла, постоянно упрекает, это нельзя, это то, что люди подумают, да и пережитки совкового воспитания не очень хорошо сказываются на нынешней молодежи. Нет, тут ты не прав. Меня мама во всем поддерживает, и она мне ничего никогда не запрещала. ТФТ прикольная игруха. Но это супер краткая всего лишь догадка. Ну да, нефиг лезть, тем более вне кабинета. Давай я поищу, почему ты не хочешь подстраиваться. Я так это вижу. Тоже в свое время играл в лигу с друзьями, а так уже давно не заходил. А вы почему ее забросили? Кстати, давай на «ты» будем общаться лучше. А то на «вы» как-то этот... На «вы» я общаюсь так просто целостно, типа, чтобы как-то было прилично. Ну, хотя... Ладно, короче, забей, давай на «ты». Какое название на Твиче? Я сейчас тебе тогда скину ссылку. Блин, я все время забываю, как делать ссылки сейчас. Вот так вот. Ты можешь туда перейти, если хочешь. Можешь там сидеть. Ну, не прав, так не прав. Ну, у тебя догадка такая была, ну, чуть-чуть мимо, короче. А, вот он, метанол, блин, опять спрятался. Так, что такое? И меня мама сейчас тоже во всем поддерживает, она ничего мне не говорит против. Да, было бы удобнее там. На YouTube можешь мой подписаться, кстати, я очень много видео там выложила. Блин, ты не представляешь, сколько всего как время пролетело, сколько всего произошло. Хорошо, тогда на «ты», я уже немного привык на «вы». Ну, можем и на «вы», мне тоже так нравится. Вот так вот. Официально. Так, что там надо? Скальпель надо. Где скальпель был? Так, вот здесь не было вроде ничего. Крутая у тебя мама. Большинство людей совершенно не умеет воспитывать детей. Как тебя воспитали, так и ты. Ну да. Я понимаю, да. Просто вот, ну, у меня не было такого, чтобы мне что-то прям запрещали, говорили нет.
Ты не будешь этим заниматься. Нет, такого не было. Так, скальпель. Где скальпель? А, вот же он, блин, лежит. У меня тут, понимаете ли, вон что происходит. Я не те ножницы взяла, что ли? Блин. А вот и я. Это ты куда? А, ты на Twitch перешла. Молодец. Я уверен, что большинство зрителей выросли на сравнении с сыном, дочерью, маминой подруги. И это просто жиза. Ладно, я пойду пока. Окей, давай пока. Приходи еще. Я не могу найти ножницы. Где они, блин? Это он. А, Леха написано. А я читаю Лена. Просто у меня тут Лена есть, которая с Ютуба на Трову перешла. А потом она такая с Трова... Я думала, она на Трова на Твич перешла, что ли. Я не могу найти ножницы. Где ножницы? Кто знает код, кстати, отсюда? Да, у меня еще здесь есть еще Лена. Я Лена. Еще есть Лена. Тут очень много Лен. Я тоже Лена. Да блин, где? Я не поняла. Что происходит? Ножницы куда-то делись. Короче, давай вот с этой штукой сейчас похожу быстренько. Ага, нынче много Лен. Одни Лены. Еще Алин много. У меня лучшая подруга Алина есть. Заметила, что очень много Алин стало. Тут там говорил? А во. Еще Настя много. О. Буква... Что за буква? Ладно. Особенно Кать. А, еще Саш много. Вот это, да, было? Так. Короче, рассказываю суть игры. Может, кто-то знает, но я объясню тем, кто не знает. В общем, мы сейчас находим демона из этих тел. Из этих 3 тел. Мы должны смотреть, как они реагируют, короче, на то, как мы с ними вот занимаемся бальзамированием. Как мы их бальзамируем. Они либо говорят с нами, либо шевелятся как-то, могут быть. И если он это все делает, значит, это демон, 100%. Ну, не 100%, а... Может, вот это? Блин! Это были все-таки ножницы, оказывается. Я тупик. И вот. И чтобы сжечь демона, нам нужна вот эта вот метка. Марка называется. Эту марку, точнее, эти символы мы находим с помощью вот этой бумажки. Потом с этой маркой мы сожжем того демона, который нам нужен. Но это не так уж просто сделать, точнее, поймать демона. Я какой раз уже играю, и у меня ни разу не удавалось. Я помню, одна девочка сидела на канале, и она сказала, что у нее это получилось рандомно. Я тоже так хочу. Рандомно, чтобы было. Да за что такие звуки жуткие? Вроде хоррор играешь, а все так лайтово. Спасибо. Я стараюсь, чтобы мне было... Ой, чтобы вам было со мной комфортно. А мне было. Опа. Здорово. Только вы сильно не пугайтесь.
если будет какой-нибудь скример. Тут, кстати, очень много пугалок всяких. Так что вы не бойтесь. Так. Что там дальше надо? Я, кстати, только недавно начала на Трово стримить опять снова. До этого... вот она. Существует только 2 гендера. Последние 2 сообщения. Что такое? Опять ей хреново было. Так, это... Так, вот она. Тут еще, кстати, русского языка нет. Это мы вроде как бальзамируем тело, мы уже из него кровь всю высосали. Теперь надо бальзамировать. Интересно, а есть эти патологоанатомы, которые в эту игру играли? Блин. Да, господи, не могу вытащить. There we go. Так, дальше мы берем вот эту штуку. Чего? Мне надо вот это... Господи. Что такое? Есть в чате патологоанатом? Ты говорила в ТГ, что фильмы смотреть будешь. Аватар. Это на Трово будет или уже был стрим? А я его сама посмотрела. Просто я думала, никто не будет смотреть, поэтому я не стала ничего писать нигде. А так, подписывайтесь на мой Discord канал. Там мы в основном будем смотреть фильмы и коопно играть. Вот. А что она хочет от меня? Я не понимаю. Вот же. A small photo from 1907. Back the year of arrival of the House of Death. The birth of its creator. The full number shall be 6. Чего? Кто-нибудь что-нибудь понял? Кто тут шарит за английский? Я же за этим шла. Ну, елки-палки. Меня эта женщина перебила. Может, если бы я эту игру играла в прошлом году, одна, в темноте, я бы не смогла, наверное. А так, в принципе, с вами мне не страшно. Да и... Я думаю, может, Dead Space... Какое прекрасное произношение. Думаю, может, Dead Space поиграть, а? Как думаете? Гимо финишет. Финишет? Мгимо? I don't know what are you talk about me. Видел только самую первую часть этой игры. Демка была, что ли, а продолжение даже не видел. Так что у вас впервые. Ремейк Dead Space? Типа того. Но она вообще вышла на ПК-то. Она как будто бы говорили, что она только на консолях вышла вроде, да? На PlayStation 4. Пятый. Я, кстати, когда-то давным-давно, в году каком? О, господи, в 16-м, наверное, что ли, я вот играла. Dead Space. Но он вроде ничего такого не говорил. Вроде молчит. Дичь только какая-то происходила с ней и все. В 2006-м, что ли, я проходила, кажется, Dead Space, но я очень сильно обосралась. Там было так страшно, ужас просто. Эти монстры, вот эти ксеноморфы, ужас. Вроде на ПК есть, не уверен. Но в Стиме нету, кстати, я проверяла. В Стиме имеется в виду у нас в России. Hello? Я приду убить тебя, Ребекка.
У меня, кстати, ни разу женщина не была. Все время одни мужики только. Первый раз. Первый раз женщина. Интересно, она демон? Ой, Аратати. Dead Space — это классика. Я тряслась на второй части. Но вторую части... но две части прошла, а третью так и не смогла. Ну, чисто из-за отсутствия русской озвучки. А там какая часть была, которая мультиплеерная? Которая провалилась? Все ее обосрали. Типа этот... Фу, Dead Space катился. Я когда очень мелкий был, тоже играл, только я ничего не запомнил. Я еще этот смотрела. Может, видели мультик по Dead Space? Мертвый космос называется. А, все что ли? «82 года ей, охренеть! Какая она старая, жесть. Разваливается уже просто. Так, ну все вроде бы. Так, сейчас надо будет посмотреть этот символ. Так, все, побежали. Так. Все, сейчас будем искать. Есть помоложе. Я вчера... А, нет. Позавчера, когда мы играли, там был парень, ему было 27 лет. Бедный парень. Так, какой-то непонятный символ. Закорючка какая-то. Юзе-бузе. Баба-буй. Так. А, мы, кстати, этого Бабадука поймали в Ghostwatchers. Первый раз женщина, не бойся, главное, будь собой. Прошу прощения за нестандартный урок. До 82 еще прожить надо уметь. А она, прикинь, да? Вообще молодец. Только боюсь, что в нее демон вселился. Это будет, конечно, не очень такая уж смерть. Не хотела бы я, чтобы это... Хотя, в принципе, после смерти тебе же уже все равно. О, у нее такие зубы страшные. Все, молчать. Затыкают рты хейтерам. Мне, кстати, вчера в комментариях на Ютубе написали, типа, что там? Блин, сейчас прочитаю. Где? Так, вот. Сейчас зайду на канал свой. Ой. Так, где они эти? А, вот. Типа, чувак какой-то написал, что ты у меня в реках делаешь? НН какой-то. Потом второй пишет, о, не да Денджи. Потом капсом такой второй комментарий пишет, это Денджи. Ну ничего, не стала им писать. Что я буду писать? Просто было забавно такое читать. Ну, я делала не косплей на Денджи из популярного аниме, а просто закос, потому что у меня нет... Ой, как это ты так подобрала? Потому что у меня нет рубашки, галстука. Там же у него еще зубы такие... Ты что, как же обратная связь? Ну, у людей свои тараканы в голове. Вы обосрались?
А, вы испугались? Обосрался. Просто я не была готова к этому. Обратная связь. А шо бы я ему сказала? Да блин. Все время путаю порядок. Ну, люди разные бывают. Меня просто это смешит, то что если тебе это не нравится, почему ты не пройдешь мимо? Мне, например, если что-то не нравится, я ничего не пишу и просто... Я даже не захожу на тот канал, который мне не нравится. И писать тоже такое, типа, что ты у меня в реках делаешь, тоже странно. Ну, это ладно, это их проблемы. Так, что у нас дальше? У нас дальше вот это. Вот, первая была пугалка. Людям будто делать нечего. Ну да, вот какой-то своей личной жизни нет, что ли. Я понимаю, у многих так. И самые главные фанаты — это хейтеры. Хотелось бы, чтобы... О! Хотелось бы, чтобы, конечно, их часто не было, но даже если будут часто, то пускай это же все равно активность. А теперь послушай меня, щенок. Ну и пошло-поехало. Нет, ты чё, тратить время еще на них тоже. Это уже было, поэтому я этот не пугаюсь. Я, кстати, прохождение же снимала по этой игре, у меня там были первые впечатления. Но я там в основном сидела и смеялась, кажется. Так, это я не хочу слушать. Тут, кстати, там, короче, запись была, я просто не хочу слушать. Надо было послушать, наверное, но там все равно перевод надо. What are you doing here? Как был тот прикол, который... А ну иди сюда, ты говно, жоп. Что мне нравится в картошечке, можно поболтать под хорошую игру, не то что у большинства стримеров. Ответил и забыл, или просто прочитал и все. Может, просто они не успевают ответить на какой-то такой вопрос, просто его читают. Может, у них просто побольше, типа, людей, наверное, сидит. И очень много информации, наверное, поступает, поэтому они читают, наверное, и так вот это все перемешивается, наверное, в голове. Может, когда-нибудь в будущем, я надеюсь, конечно, что народу будет чуть побольше, и там, наверное, уже, да, я, может быть, не все сообщения буду, наверное, уже видеть. Это бывает же у некоторых, у кого чат просто летит, и они просто не успевают все прочитать. Что еще за картошечка? Это я. И вот тоже моя вторая картошечка, которая под ником Warriors. Warriors. Блин, я этот все время твой ник этот боюсь как-то неправильно сказать. Я болтаю больше всех. А, ты? Да, я. А ты кто думал? Это же хорошо, что ты больше всех разговариваешь. Ой. Ты поддерживаешь беседу. Ну, такие люди будут всегда, но большинство хороших будут. У тебя точно, я уверен. О, я на это надеюсь. Но и...
Все видели, да? И да я любым людям рада. Главное, чтобы до предела не доходило, до всяких извращений, оскорблений и так далее. А если они пишут так, ну, пускай, какая разница, господи. Я думал, кто-то с картошкой разговаривает. Я же говорю, ты столько многого пропустил. Ты же у меня только на Трова был, поэтому... Единственный, смотрите, человек, который тоже заходил иногда на мои стримы, вот. А сколько у меня там набралось подписчиков? 50 с чем-то, да? И никто не заходил ни разу. Все просто так накапливали. Чё это? А, это эти команды, что ли, сделались? Чего? У меня, прикиньте, у меня сейчас показалось, как будто мой Twitch канал как будто взломали. Это, походу, эти аватары, да? Называй воительницей или Эллен, если что. Просто не все выговаривают ник с первого раза. Окей. Тогда буду называть Эллен. Блин, я вот сейчас реально этот пересралась на минуточку. Ой-ой-ой, сейчас. Сейчас, минуточку. Что там такое? От души. Это что? Что ты там отправила? А, ману отправила. Спасибо. Там еще какой-то этот проходит. Что это такое, блин? На Трова, короче, там какая-то фигня проходит. Ты видишь, да? Что-то какие-то там эти новые появились. Штучки, дрючки. Уже непонятно что. Вау, розочку. А у меня, видишь, уведомления отключены. У меня уведомление бы сейчас выходило бы от тебя. А я этот не сделала. Блин, забыла совсем. Ладно. Просто я думала, никто не будет так сидеть там и что-то дарить, поэтому. У тебя долго висело 52 подписчика, но я появилась гораздо раньше, а потому у тебя буквально за пару дней больше сотни. Это только начало. О, от меня кто-то отписался на Твиче. На Ютубе. Вориорес. Эллен Е мягкая. Эллен. Окей. У меня было 160, стало 159. Кто-то отписался. Нет. А уже надумала, что дальше после Салли будешь проходить? Не, пока нет, не надумала. Я же... Хотя, нет, я думала, может, Little Nightmares пройти, но как его... Не знаю, как пойдет вообще. Пишется 1, подпишется 5, ничего страшного. Ну да. Я, кстати, знаю, кто это. Это, походу, тот чел, наверное, который здесь этот писал, что он психолог. Потому что я вижу, что он отписался в этом. В Дискорде подписался.
Кто там смелый такой отписался? Жить надо. Подпишитесь, кстати, на мой этот YouTube канал тоже. Сейчас. Вот. Хорошая игра на стримах будет. Ну и пусть писи губы дует дальше, извини за такие слова. Не, ничего. Демонстративно ушел с глубокой обидой, да. Что-то у меня поспрашивал и ушел. Но что-то на Твиче что-то не уменьшается количество подписчиков. Как было 23, так и осталось. А хотя нет, тут же... Кто у меня подписался? Лёха. Лена подписалась. Ты же на Трова, да, ушла? А, ты на Твиче не была, да? Блин, я что-то сбилась. Того психолога. А, того психолога Хима. Хима, кажется. Я сейчас посмотрю еще в Инстаграме тоже. Ну что за прикол вообще, не понимаю. Что за обида? А, нет, в Инстаграме пока что нет. Когда стрим на ВК Play? А я не знаю, как там что делать. На YouTube подпишись. Так, все, поехали. А разве... Что такое? А разве на ВК Play там... Смотрит кто-то вообще? Я на ВК Play не зайду даже под страхом смерти. Что там вообще, как там? Я даже не знаю. Там, наверное, еще качество, наверное, с прямого эфира отсталое. Нет, самый вот крайняк это только Трова и все. Что в нем плохого? Не, я не говорю, что в нем что-то плохого, просто этот. Мне кажется, там качество не очень, наверное, будет. Наверное, не знаю. Ну, кто там вообще будет сидеть, смотреть? А, блин, изучить же сначала надо. Так, ладно. Качество хорошее? Ну, я не знаю, кто туда пойдет смотреть. Просто вот в чем вопрос. Просто бросать людей туда-сюда тоже. Зайди, посмотри. Потом зайду, посмотрю. А там вообще что стримят-то? Там игры стримят? Чем вообще там люди занимаются? О, смотри, вот еще моложе. 25 лет. Спенсер Пам. Хеда. Шолдер. Ну, когда были проблемы с Твичом, большинство на Трова переходили. Вот, да, вот я про это говорю. И, кстати, я же недорассказала, кажется, историю, как я попала на Трова. Типа я до этого на Твиче стримила, а потом на Трова, короче, перешла. Потому что мне один чувак говорил, что типа вот новая площадка появилась, давай туда. Я такая, окей, ладно. Ну, постримила. И все начали там, которые эти топовые стримеры, они все начали тоже туда переходить. И теперь они уже почти тоже все там. И теперь это стало очень тяжело набрать там аудиторию. Да и у меня и до этого там аудитории-то не было. Ой, что так быстро? А чё, а где? А, в острове. 3 какая-то. Все стримят.
Ну, посмотрим, я посмотрю. Просто мне не хочется миллион этих делать платформ. Я сейчас настроена в основном на Twitch. И на первом месте у меня YouTube, на втором Twitch, на третьем Trovo. Да я вижу тебя, что там, come over here. Ой. Да? Да? Я свет не могу включить. Все стримят, но до сих пор людей больше всего на Ютубе и Твиче. Просто я к ВК и прилежащему отношусь как к куску навоза, учитывая администрацию того же ВК. У меня там, как сказать, у меня же аудитория набирается на Ютубе в основном. И я некоторых прошу подписываться на Twitch тоже. И сейчас заводить новую платформу. У меня есть группа ВК, но просто я ее я про нее забываю просто, поэтому я ее не акцентирую. Я просто не знаю, как там со всем этим обращаться, поэтому я не знаю, если даже я и заведу ВК Play, просто опять переводить людей туда, но это не знаю. На стримах хорроры становятся не страшными. Да. Да, вот я про это тоже. Ну, КЗ, мне ВК соцсеть удобная, привычная, а не то, что говёный Фейсбук. О, да, вот про Фейсбук ты прям, да, сказал точно, жизу. Я Фейсбук тоже вообще не понимаю. Я как-то все время пыталась его скачать, как-то там посидеть в нем. Не, вообще ничего не понимаю. Непонятно, тяжело очень. Нужно будет тогда мне на VPN сидеть, если ВК. У меня одна телега, никаких проблем. Раньше в другие соцсети пыталась, но нет. Мгм. Не, ВК это вообще крайний, прям крайний случай после Трова. Что за обезьяна там бегает? Еще и свет вырубил. Я вот в ВК не так часто сижу, поэтому пока не думала об этом, чтобы там стримы проводить. Может быть, когда-нибудь в будущем посмотрим. Просто это сейчас для меня не такая важная платформа. Для меня сейчас на первом месте, как я сказала, YouTube, потом Twitch, потом Trovo. Надеюсь, Trovo не умрет. Я тоже на это надеюсь. Ну, телега такое себе, я ее рассматриваю как мессенджер. У меня, кстати, в телеге есть группа. Там я делюсь трансляциями, делюсь общаюсь, имеется в виду, с подписчиками, там о играх, которые можно было бы пройти, поиграть. Ей плохо. Спасибо. Так, отпустила. Так, я вот это хотела взять. И вот так сделать. Ой, я тупая. Я знаю, простите. Ты уже взяла, что ли? Ой. Сори. Так, этот пока тогда выпрошу. Ладно, смотрите. Я просто это уже миллион раз видел.
прикольная вышла Ава в ТГ. Я туда зашел еще до замены. Спасибо. Это я на Новый год фоткалась, кажется. Просто еще я, знаете, что поняла? Когда тот чувак, почему он обиделся? Он просто сам раньше вел YouTube канал. У него, как он говорит, 500 мертвяков. Так, все, погодите-ка. Что там происходит? Сейчас, минуточку. Я кое-что хочу посмотреть. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, игру надо на паузу нажать, а то сейчас дичь какая-нибудь произойдет. Я просто не социальный человек, я общаюсь от силы с 3 людьми, и мне одной сети хватает. Ну вот, ну и люди разные, как я говорила, бывают. Поэтому под всех подстраиваться я тоже не могу. Что кому-то, если там удобно, а кому-то нет. Тоже, видите. Ну так вот. Мне кажется, почему этот чувак обиделся? Потому что он раньше сам тоже вел канал. И у него как будто бы какая-то обида, что ли. Я не знаю. Я даже не знаю, обиду на что. Имеется в виду... Ну, я имел в виду теперешнюю, но прошлое с новогодним настроением. Ну вот, это тоже сделано в Новый год. Фотка. У меня и та с Нового года, и это тоже с Нового года. Короче, мне так показалось, что тот чувак, он как будто бы пришел на мой Дискорд-канал и хотел как будто бы позаимствовать. Ну, нет, не позаимствовать, а чтобы как-то он там был каким-то главным, что ли, я не знаю. Чтобы вот он сказал, и так должно было быть, мне так кажется. Вау, что такое? Спички? Что за... Спички? What? Так, что надо? Вот это надо. Опять? Было же уже. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? Опять плохо. I'm missing something. Я, конечно, могу ошибаться, просто... Ну, он как-то себя странно очень повел. Я еще знаете, какую-то ощущаю теперь вину, что ли. Что я что-то как будто не так что-то сделала, не так сказала. Что я на своем Дискорд-канале была не права. Потому что как он сказал, как он написал, типа, то, что почему ты не учитываешь наши интересы, почему мы должны учитывать только твои. Он так и сказал. Мы же в чате общаемся. Почему? Чтобы знакомиться, общаться, типа там это. Ну, я это понимаю все прекрасно. Но это не его Дискорд, хз, почему он так себя ведет. Ну да, вот. Как-то это было как-то странно. Обидеться, а винить себя не надо, ты права. Просто, знаете, я не хочу никого никогда обижать, я не хочу никогда никому ничего плохого делать. Потому что, ну, зачем мне это вот, да? На какой, извините, хер мне это надо все? Если бы я хотела обижать людей, я бы, наверное,
не занималась тем, чем я занимаюсь сейчас, потому что это говорится о том, что я как будто бы ненавижу людей или что. А какие его интересы ты не учитываешь? Ну, они начали разговаривать о игре Тарков в Дискорд-канале, и мне это немножко не понравилось, потому что я так и сказала, что, ну, это, извините, мой канал. Можно, пожалуйста, не флудить об этом здесь. На что он сказал, что а почему ты не учитываешь наши интересы? Типа, как он еще сказал? То, что... как его? Что твоим другом быть тяжело. Потому что я сказала, что вы для меня все как друзья. Я хочу со всеми вами общаться, да, это понятно, знакомиться. И он такой, твоим другом быть тяжело. Это немножко меня как бы задело, обидело. И у меня такое, ну, чувство сложилось, что он как будто бы хочет снова ощутить себя тем, кем он был тогда, в 2016 году, как он говорил, что вот тогда у него был канал. Но как он сказал, что у него пропала мотивация его дальше развивать. Вот. А, блин. Да. Так ты реально права, он пришел в чужое место и вел себя как главный, еще и наезжал. И да, ну, не знаю, короче. Я не знаю, как на это реагировать. Просто у меня никогда такого не было. У меня впервые, чтобы я заводила канал, приводила туда людей. Я все прекрасно понимаю, что спасибо ему, что чат в Дискорде оживился. И что люди там начали общаться. Это спасибо, ладно, хорошо. Но почему вы общаетесь как-то без меня, что ли, как-то... Ну, это понятно, ладно, общайтесь без меня. Я против этого ничего не имею. Просто вы как будто бы пришли, нашли какой-то как будто чат, чтобы в нем общаться. Типа этот... Я просто не знаю, как это объяснить. Чтобы никого не обидеть. Я так пролистал стрим, еще и оленями назвал. Да, вот это да. Мне это тоже не понравилось, то, что он сказал, что я буду тогда, как и все, олень. А я говорю, в смысле олень? Он говорит, как и все остальные, молчаливый олень. Я ему так и сказала, что это ты сказал, не я. Ты так думаешь. И он еще, что он сказал, типа, делайте, что хотите, это ты нам как будто намекнула, чтобы мы проваливали. Я вообще такого не говорил. Я говорила, хорошо, общайтесь, господи. Ладно, делайте, что хотите, вот, да, вот реально. Ну, пожалуйста, ну не надо флудить. Потому что он что сказал? Он сказал, типа, вот, еще не вечер, скоро будем, типа, флудить, потому что все на работе, все заняты. Окей, ладно, давайте. Общайтесь на моем канале без меня. Ай, еще и пророчил канал с мертвяками. Так, если у него не вышло, это ничего не значит. Ну да, он как будто бы... я не знаю, как это объяснить. Не зависть, а я не знаю, как это... Злорадство какое-то, что ли, что вот у него не получилось, и значит, у меня тоже не должно получиться, потому что почему вот он вот такой вот, а я такая, типа. И мы вроде вообще нормально начали общаться. Он мне сначала вообще в Инстаграме написал. Окей, ладно, я с ним начала общаться, я его поддержала в общении, окей, хорошо, все. Потом я заметила, что он подписался на мои другие соцсети. Окей, ладно, все, я же ничего не говорила.
И потом вот он подписался на меня в Дискорд. Окей, сегодня он начал что-то там писать в Дискорде, и резко почему-то начал увеличиваться народ. Я просто ссылку давным-давно, еще миллион лет назад отправляла, и это понятное дело, что это он, наверное, позвал этих людей. А я этих людей не знаю. Я не знаю, откуда они ко мне пришли, и вообще они заинтересованы ли они мной вообще. А на что он начал говорить, что мы, как он сказал, чтобы как будто бы я говорила, точнее, блин, как бы слова подобрать, вообще не знаю. Чтобы, короче, он подумал, наверное, чтобы все думали, что я богиня, чтобы все только обо мне говорили, чтобы все интересовались только моей темой, моими интересами, что я такая, вот, типа, любите меня. Ну, я же так не делала, я так не говорила. И кто из них демон, а? Обижен на мир. Наверное, отчасти да, скорее всего. И... Ух ты, под столом еще сидит. Первый раз такое. И... Ну, просто есть же такие люди, у которых что-то не получилось, и они как-то, наверное, хотят завладеть чем-то у кого-то, чем-то ихним. Я не знаю, как донести до вас, чтобы вы меня правильно поняли. А то я сижу, как разговариваю, как не знаю кто, блин. Как какой-то придурок. Ладно, давайте забудем об этом случае, чтобы не вспоминать негатив. Да. Ну, это тоже нормальная эмоция, как бы. Мы же люди. Что-то нету ничего. Я же уже всех сделала. Последняя. Я последняя. Может, на улицу? Да, только все хорошее, только картошечка. Да. Я же не заставляю вас здесь сидеть, чтобы вы подчинялись только мне. Я же так не говорю, господи. Я же просто хочу общения и все. Общение, обратную связь, какую-то поддержку там, это, ну вот, ну скажите, ну приятно же, когда люди этот поддерживают тебя в чем-то. Господи, почему вот и как я сказала, почему я должна интересоваться вашими интересами, как бы это не звучало странно. Потому что вас же потом в будущем же, наверное, побольше же станет, да? И я что, каждым должна как-то прислушиваться, вот, и читать на своем сервер-канале, что вот вы играете там то-то, 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 окей, ну ладно, играйте. Просто он так сказал, типа, то, что почему мы должны интересоваться только твоими интересами. Как-то это было странно. И он сказал, что, походу, нам не по пути, типа, что-то такое. Смысл тогда он вообще подписывался на меня? Я просто не понимаю. Скример не почувствовали. А почему картошечка? Не знаю, что как-то так получилось. Мы вот с Эллен как-то так общались, что-то там и такие, что-то я о картошке что-то начала говорить. Ты меня вроде поддержала, да, в этом, что-то там, что-то как-то зашла беседа об этом. Не знаю. Успеваешь и играть, и с чатом контактировать просто как. Ну, вас же не так много, поэтому... если бы вас было бы
побольше, тогда я бы, наверное, не успевала. Не знаю. Но хотелось бы успевать, конечно, потому что мне нравится с вами общаться. Что-то не появляется знак. Да хватит. Там же никого нету, что ты с ума сходишь? Ну, блин, этот чувак, конечно, вообще. Ну, вообще. Меня даже вот эти, которые комментаторы в Ютубе, меня так сильно не задевали, как вот он своими словами. Просто вообще вот. Я сейчас сижу прямо... Я же, когда вот мы насчет этого говорили, я прям сидела и вот так меня трясло прямо. Вы просто не видели этого. До того, видите, какой, можно сказать, энергетический вампир, да, или как это говорится? Что как будто бы он всю эту душу из меня высосал. Он, наверное, видит, что я такая, типа, ну, наивная, что ли. Какая-то тупая дура, может быть. Он так, наверное, думает. Поэтому дай-ка я вот так вот сделаю. Просто я не хотела просто говорить, что мне Тарков не нравится. Господи, боже мой. Я не хотела никого обидеть. Ух ты. А мы можем за потолок зайти, интересно? Прыгать мы не можем. Овощенки, как во море. Овощенки? А, этот. Да-да-да, точно. Овощенки. А тут на страже злая картошечка. Главное, что ты сейчас в хорошем настроении. Да. Потому что вы мне настроение поднимаете. Если бы тут никого не было, и был бы только он, и потом бы он бы вот так ушел бы, я бы тут сидела бы загруженная, наверное. Блин, извиняюсь. Почему-то не появляется последний знак. Вот. Какой-то знак должен быть. Тут еще какой-то код есть. Вот. Там что-то лежит. А еще вот здесь есть... Ой. А еще здесь есть ключ. Вот. Какой-то large old key. Not sure what this belong to. Это взаимно, настроение куда лучше с тобой. Спасибо. Кто тут со светом играется, блин? Вы что ли платите за это деньги? А звание картошки кому дается? Ну вы у меня все картошки, картошечки мои. Те, кто подписался на меня, все уже автоматически становятся картошками. Я еще, знаете, в будущем думаю потом настроить Twitch и сделать этот, типа, как его... Есть же вот эти ежи, которые звания, типа там это... Например, ты такое маленькое зернышко, и чем больше ты сидишь на моем Twitch-канале, тем больше прорастает, короче, этот... Тем больше прорастаешь ты, и потом становишься, типа, королем картошек, наверное, типа так. Что-нибудь такое придумать хочется. Я помню, у какой-то стримерши видела, у нее там было это с персиками связано. У нее подписчики были эти персики. И вот у нее было так, типа, там зернышко сначала ты маленькая, а потом все больше и больше, и типа это превращаешься в персик. Бульба. Что за бульба? Что ты? Что за бульба? Баба-буй. Королевство картошек, да. Как этот. Время приключений. Не знаю. Там королевство этих сладостей или что там было. Это принцесса Бубльгум. А, я вспомнила. Мы разговаривали на тему, что вот все вот эти остальные стримерши, они типа там с грудями, да, там с этими, там, с длинными волосами, все такие, это а-ля модели, а я тут такая сижу, картошка. Вот, на что тема пошла вот из-за этого, да, вот, я вспомнила, что все такие красивые, там, модели, короче, а я картошка, вот. Большая картошка. Чувствую себя самой первой картошкой. Да. Появляйся. Быстро.
Быстро. Давай, 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 давай. Что-то не появляется этот. Главное не чистить подписчиков на стриме. Но это уже от их поведения зависит. Как вот от сегодняшнего чела. Вы обратите внимание, то, что я вообще его никак не банила, никак не удаляла его сообщения. Он сам просто ушел и все. Ну, картошечка же в хорошем смысле такая милая, уютная. Да, да. Но и то, что это просто такая картошка сидит на стриме. Уютная картошка, да. Так, я не знаю, что делать. У меня, походу, забаговало, что ли, и не появляется. Может, кого-нибудь подсадить? Пусть сидит, типа. Давай бабку подсядем. Кто вот вам не нравится, а? Скажите мне. Бабка, там... Мужики. Кто смеется? Ну, того индивида надо бы почистить и в духовку сразу поджарить, да? Кто хочет картошку по-деревенски. А, вот, походу. Так. Бабка подозрительная, да, что-то как-то это странно было сейчас. А, походу, вот скрипт должен сработать. Сейчас вот какая-то дичь начинается. Оказывается, скрипт не сработал. Ну, тут вроде не должно быть, потому что тут уже знак есть. Хоть сделай вид, что пугаешься в игре. Да я испугалась же, ты не видел, что ли? Я это дернулась вот так вот. Ой, да что происходит? Ай-яй! О! А, нет, показалось. А ты испугался, что ли? Страшно. Я помню, когда в Аморе играла, я там этот... В некоторых моментах это было жутковато. Я когда только начала в Аморе играть, я такая думала, о, прикольно. Потом там какая-то это началась. Типа какой-то разноцветный мир. Я думала такая, вот сейчас, наверное, вот этот мир пройдет, и потом начнется дичь. А что-то этот мир как-то долго не кончался. Я такая, блин, когда будет дичь? Ну, где знак? Бабка. Там были скрытые скримаки, например, с зеркалом. Да, вот это да, я помню. И я такая, типа, о, господи. Мне просто писали, да, в комментариях, что, типа, перед каждой дичью, типа, смотри в зеркало. И там эта сестра его такая. Жесть просто. Оказывается, Амори это в честь пианино он взял имя, а его зовут как-то по-другому там. Но и в своем упоминании я назвала его Олег. Черное пространство, вообще отвал башки, да, вот. Это же его все страхи какие-то были. Страх темноты, страх высоты, да? Страх воды. И что-то еще там было. Не помню. Что-то не появляется вообще, смотри. А ее дропнуть нельзя, оказывается. Походу, меня забаговало. Может, другого взять человека? Может, парня того? А, пауков, да-да-да. Пауков еще. Короче, ну, игра мне понравилась. Я прошла там на какие-то 2 концовки, типа, когда вот он спрыгивает с крыши и летит долго-долго так. Смотрите, что это такое вообще? Ты что ли демон?
Чем тебе насолил Олег? Я просто имя такое прикольное, поэтому не знаю. Ничем. Просто это как-то этот. В Геншине я тоже там почему-то Олег назвала. Ну, а какой еще, не знаю, там. Караоке херовато. И все страхи из одного случая, ну и Мари. Да, я вообще в шоке была, когда вот в конце узнала, что все, оказывается, сделал это Амори и ввязал во все это своего друга. Как там его звали? Блин, я забыла. Я забыла, как его звали. У него имя такое интересное. На А на какие концовки проходила? Ну вот когда вот он сам с собой дрался, я, короче, сначала сдалась. Типа не стала... А, нет, я вроде... Да, я вроде сдалась сначала. И он же там покончил с собой вроде, да? Осуждаю. И... А вот вторая концовка там была, где я прям до конца до Талова, короче, с ним дралась. И он вроде как выпкарабкался. Но у меня были подозрения, но все же финал убил. Да, я вот тоже я сидела и такая... Как так вообще? Как можно было так сделать со своей родной сестрой? Я вообще думала, что это все вот этот... Как там его звали, блин, я забыла. Вот этот чувак, растение, который... Растение. Была теория, что это идея Базил... А, вот Базил, да-да-да. Чтобы повесить Мари. Теория? Так, а вроде он там и так и вроде и предложил же, что... Чтобы ее повесить, чтобы якобы сделать... инстинктировать этот самоуничтожение Мари. Чтобы якобы все такие увидели и думали, о нет, зачем она это сделала? Базил это вроде и предложил сам, кажется. Потому что они же там что-то этот уносили же тело. И он как-то так как будто намекнул на это. А Мори, наверное, не думал, наверное, даже об этом, чтобы так сделать. Короче, что-то у меня багануло, кажется. Потому что тут должна была появиться последняя. Давайте, короче, наугад сделаем. Как вы думаете, какая это может быть символ? Какая символ? Ну, разрабы убрали из игры. В инете есть вроде описание к фотографиям этого случая. Вот оно как. Знаете, какой я хочу поставить? Вот это. Давайте его сожжем. Походу у нас концовка будет опять такая же. Ладно. Что-то игра этот немножко недоделанная. Очень много багов в ней. Пока-пока. Вот эта сцена, она всегда одинаковая у всех. Всегда выходит оттуда чертенок какой-то. Финальная сцена только в конце уже. Когда вот это сейчас пройдет и будет потом это. Мне кажется, мы не угадали. Потому что последний символ мы сделали рандомный какой-то другой совсем. А может он был этот символ, наверное. Но я только 3 проверяла. 4-ю я чуть не помню. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've
come a long way. It's a lot to learn. Да, это та же So glad концовка. I'm here. I know it's disorienting. Ай, мы неправильно, короче, угадали. Сейчас он скажет, наверное, ты неправильно марку сделала. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so long. What? What are you? Oh no. You chose the wrong demon. Ты выбрала не того демона. Короче, после всего этого он вселяется в нас потом. and drink it as it melts from your pitiful frame. Worthless old shit. F. Ну вот. Третья из 5 концовок. Не получается, блин. Бесит. А тут 5 концовок. В картошку их превратили. Да, точно. Ой, блин. Не смеши меня. Ой, блин. Да, блин, ну непонятно же. Там есть, я помню, еще концовка, типа там открываешь, короче, какой-то подвал, и там находишь то ли его жену, то ли что. Жена его, короче, она одержимая, типа. Что-то такое было. Такие дела. Вот и все. Что там? Так, ну вот так вот, а так. Сейчас еще попробуем, может. На сколько концовок? На одну только, вот, смотри. Привет, привет. А тут, короче, Тут 5 концовок, а мы только 3 открыли. Не знаю, короче, что делать. Что, еще раз, может, попробуем? Сейчас я кое-что чекну. Так, сейчас тогда, минуточку. Кое-что посмотрю. А в чем прикол выходить из Дискорда, но не выходить из Телеграма? Так, сейчас посмотрю. Если уж обиделись, то обижайтесь полностью, да, как говорится. Нет, смотри-ка ты, сидит. Ух, какой засранец-то, а? Так, ладно, все, поехали. Может, кто знает, как находить демонов в этой игре? Сейчас, минуточку. Так. Эх, еще раз, как раз пельмешки жарю.
Если еще раз, то давайте уже пугаться для приличия. Ладно. Если вы хотите, чтобы я пугалась, тогда я буду молчать. И я буду смотреть только в экран. Не на чат. Я тогда не буду с вами разговаривать. Так, все. Ну я так не могу. Я не могу не смотреть в чат, ждать ваши сообщения. At least I can keep Мне track of почему не things. страшно? Потому что я молчим как картошки. Потому что, не знаю, мне не страшно и все. Мне наоборот почему-то смешно. Мы сегодня с мамой смотрели этот ужастик. «Лихорадка» называется. Может, смотрели этот фильм? Я еще узнала этот фильм по этот. Кто узнал, короче, не знаю. Давно не смотрела и узнала как-то его. В детстве, наверное, смотрела последний раз на диске. А тут он на канале НЦТ такой: хоба, здрасте. И я такая: хоба, привет, давно не виделись. И я, короче, там сидела, смеялась над тем, то, что... ну, я вспомнила конец просто. И мне стало смешно, что там вся эта зараженная вода поедет в город. Ха-ха-ха. И все заразятся лихорадкой и умрут. Ха-ха-ха. Короче, как обычно, этот шаблонный сюжет для фильма. Приезжают какие-то молодые ребята, студентики. И умирают. Все. There we go. Может, смотрели, наверное, «Убойные каникулы»? Тоже вот комедия, ужас. На комедиях тогда страшно должно быть, по идее. На комедиях на некоторых бывает иногда скучно. Поэтому я больше люблю как-то ужасы, что ли. Это как-то... Это как, не знаю, это как... Говорится же, что типа страх, он повышает адреналин. И для меня это, наверное, как... Ну, это, конечно, такое громкое слово. Для меня это, наверное, как на лыжах, наверное, прокатиться. Это, конечно, такое дурацкое сравнение, но типа так. А этот крестик можно перевернуть? А, нет, нельзя. Вот эта картина, кстати, никогда меня не пугала ничем. Хотя она такая жуткая вроде. А, и тут, кстати, все вещи, они, короче, рандомно потом появляются. Что там написано? Тюбинг. Блин, ничего не видно из-за ее тени. А, вот смотри. Ой, господи. Да блин, не туда нажимаю. Картина и картина, что с нее взять? Ну, типа, может, там лицо как-то поменяться, выскочить на тебя резко. Я этого ожидала. Но она и ни разу такого не делала. All right. Когда я первый раз играла, я думала, что делать. Тут еще такой перевод был корявый. И я не думала, что надо демона, оказывается, ловить. И я всех их, приготовила, всех в холодильник положила. Потом такая: я все сделал. Можно мне домой пойти? Все сделала, короче, и уж села в машину и такая:
о чем мы не едем? Не поняла. Потом начала это слушать. Тут, короче, какие-то кассеты, короче, лежат. И я начала их слушать. И там мужик, короче, говорил, что тебе надо, короче, найти демона, там тырым-пырым, в компьютере, короче, о них там описания все. Они там всяко разно себя показывают, там могут шевелиться, могут говорить, там все такое. И вот, когда ты найдешь демона, тебе еще надо одновременно искать эти символы, чтобы эти символы применять на марку. Чтобы потом с этой маркой сжечь демона. Вот. И я еще не знала, что, оказывается, надо эти символы искать. Я просто его послушала и такая, ага, окей, демона надо найти. И взяла, короче, первого попавшегося чела, засунула его в печку, и мне дали достижение спидран. Вот. Я такая не поняла, в смысле спидран? И потом вот это началась та сцена, где вот он в картошку превращается, и там он говорил, что ты не применила марку, ты типа сожгла демона без марки якобы. That's not it. Ой. Да? А где этот? Вон наверху он, оказывается. Чё у него с руками? Видели, да? Ой, не могу. Смешно. Не смешно, блин, я не знаю. Я не могу почему-то сосредоточиться, и чтобы мне было страшно. Почему-то он так смешно это сделал, не знаю. У него еще руки как-то вот так внутрь зашли, и он такой еще стоит с закрытыми глазами. Ой, не могу, блин. Смешнульки. Так, а где скальпель, я не понял. Ой, что у меня живот заболел. Ты там какую-то скобочку отправляешь, оказывается. И она почему-то не показывается на Ютубе. Вот такие работники нужны в морге. Ой, вот что говорить о настоящих трупах? Нет, я нет. Это же игра, поэтому мне смешно, а когда если настоящее, то это... Нет, это уже не смешно. Вот скальпель. Потому что это уже по-настоящему. На самом деле мне плохо от крови. Я от своей-то иногда в обморок падаю. Фильм, игра, мне смешно просто. А если в реальности, там я блевану, наверное. Трупы — это трупы, ощущение, что он вот-вот скочит. Я не хочу это представлять. Тут-то ладно, тут не по-настоящему же, поэтому чё бояться. Поэтому смешно. А так, если в реальности, то это стрёмно. Так, что это? Вот это вот. Желудок надо. Где? Вот.
И вот эта длинная шняга. Просто патологоанатомы, они же к этому относятся как к своей работе, ну как к простому делу. А ты обычного человека подпусти к этому. Поэтому это... Я не знаю вообще, как они так. Ура, испуг. Ой. Он себе пузо наел, да? Пузика. Так что будем, если что, это в Дискорд-канале, если что, смотреть фильмы. Играть вместе кооп какой-нибудь. Какой захотите. Но не там... Ну, не Тарков. Я могу крови... Я много крови видела, но именно своей почему-то боюсь, если большая рана. Я вот тоже, если там порежусь или еще что-нибудь, вообще так... Я умираю просто. Так противно вообще просто. Не знаю, почему так, да? А я люблю вот ужасы. Я люблю хоррор. А в реальной жизни меня вообще так... Странная, да, вообще фигня. А какой кооп играть планируешь? Мы могли бы, например, Ghost Watchers вместе играть, Фазмофобию, в Among Us даже. Я не против. Что еще есть коопное, я не помню. Ну, в такие, только не как вот Тарков. Не такое там пабги всякие эти, доты там нет. Там. Можно даже в Лигу Легенд. Но это уже это... Так. Отдельная, короче, там, потому что не все же, наверное, могут играть. Кстати, люблю всякие фильмы про паразитов и вирусы. Но ты говорила, что ты не любишь увечья, ты говорила, ты не любишь. Вот тот же пункт назначения, помнишь? Я хотела посмотреть. Типа хотела марафон, короче, устроить с первой части и до последней посмотреть. Вот. Тарков это уже мем локальный будет. Просто это как-то не моя тема, что ли, я не знаю. Смотрите, опять женщина. А уже помоложе. Поэтому часто отворачиваюсь, когда что-то такое. Да? Смотри, что ты сделала. Женщина. Не ты. Она. Она свет выключила. У меня еще и сохранение почему-то идет. Че, снег пошел, что ли? А что это снег, я не поняла. Что за перхоть летает, не поняла. Это же надо искать. Я забыла совсем. У нее есть уже. Где? Ага. П. Это я обронила, простите. П. Я когда мелкий был, испортил себе психику френдбол. А когда ты играл в френдбол? Это когда она там вышла? А кому сколько лет, кстати? Давайте начнем с этого.
Что за звук? Опять ей плохо. Что-то от этой девушки как-то странно идет. Как-то странно. Мне еще кажется, что тот чувак вернется, про которого мы говорили все это время. Что мне так кажется. Такое предчувствие у меня. There we go. Так, интересно, сколько тебе лет? 21! Она самая младшая. Капец, прикинь, да? Почти, Эллен, твоя ровесница, только тебе уже 22 исполнилось. Такой молодой умереть. Капец просто. Ну, что-то у нее морщины такие. И у нее торчит язык. Странно. Она как-то вот так лежит. В душе мне 13, а мне 16. Я старше тебя. Ха. И мне 19 будет. О, такой молодой, оказывается. А мне сколько дадите лет? Ну, картошечка вроде уже знает, если я не забыла. Ой, смотрите, стоит женщина. Идеальная старшая сестра. Я помню. Да, я. Самый младший. Ой, я помню, этот Куплинов играл в Рейнбоу, но я не смотрела его прохождение, так чуть-чуть посмотрела. Это вот когда вот только игра вышла. Но я ее полностью вроде не смотрела прохождение. Поэтому, когда я проходила, я ничего не понимала, что происходит. Потому что это было очень давно. Еще я помню, Куплинов этот проходил, Салли Фейс тоже. Я тоже там первые вроде серии смотрела, а дальше уже не помню. И то, что я сейчас тоже прохожу, я вообще первый раз это все вижу. А где эти? А, вон там уже точно. Так. Ну все, деточка, пора закрыть рот. Вот опять что-то ему хреново. There we go. Хотя тот мужик, он вставал. All right. А с ней что-то много какой-то дичи происходит. Так. Ну и чё, постучали, и чё? Ой, показалось, опять свет выключили. Ну, я думаю, где-то 21-23. Если бы. Но нет. О, в душе мне всегда 18. That's not it. В смысле? Чего? Когда ты его уже добавила? Как я так? Чё? Чё? Хотите узнать, сколько мне лет? Мне в мае будет 29.
Я сама не верю. Я не верю в это. Не зря я на «вы» говорю. Да я со всеми на «вы», хоть даже если младше. Это же культура приличия, или как сказать. Ножницы надо. Я же не такая прям старая. I'm missing something. Ну, так что многие эти... Ой, что такое? Чего не нажимается? Опять какая-то дичь, походу. А вот. Ну и что мы тут делаем, а? А? Опять дверь закрывается. Что-то мне не нравится эта девушка. Хоть она и такая молодая, но что-то этот. Во. А, во. Т. Буква Т. Вот опять какая-то дичь, смотри. Так, вроде это, да. Надо еще взять. Вот что вот это значит дичь? Может, во время этого она шевелится? Интересно. Теперь мне стало интересно. Сейчас я вам запись, короче, покажу, которую этот оставил начальник ее. Тут вроде уже не должно быть, потому что тут уже есть. Так, все вроде бы. У меня что, чат встал? А, нет, вроде. Все нормально. Ой, да, сегодня такой вообще какой-то странный стрим. А люди, наверное, если когда посмотрят запись, офигеют, наверное. Так, подожди. А, запись. Так, вот. Тут есть код. Airbnb сейчас сообщение пришло. Изменение условий политики. Что ж, у них там опять что-то поменялось. 379-695. 379-695. 379-695. Так, и вот здесь, короче, указано все об этих демонах. When a demonic entity is present with visual dis... Вот что тут написано, вот интересно, а? Господи. А, вот смотрите видео. All right. This working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. There it is. Fuck. Fuck! О, видели? Но можно и вырезать те моменты. Можно, но люди все равно увидят, пока там будет обрабатываться на ютубе этот, как его, вырезка. Бальмета нектелдуксибос.
Ну, я во сне тоже дергаюсь. Ну, это же он не спит, а, а умер. Шадат Азель Кавос Масет. Кто-нибудь шарит за английский? Варикет, Фермок, Тишак, Ускарет. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А мы сейчас какой собираем? ПТ. Ну-ка, запомните эти символы. Вот. О, смотрите. Ты чё опять? Что-то мне этот чел не нравится вообще. Он опять, смотрите. А это точно английский? Нет, имеется в виду другой. Так, мне вот этот мужик не нравится. Он уже какой раз какую-то дичь творит. Эта девушка вообще еще ни разу ничего не делала. Так, ты у меня сейчас в печь пойдешь вообще просто без разговоров. О, этот хоррор, да. Добро пожаловать. Добро пожаловать на борт. Как там еще говорят. Что ты задумала? Кто шепчется? Вроде он не шевелится. Неприличное что-то делает. Так. Может, это вот этот? А, нет, подожди. Тут какой-то ПТ. А, вот Фермок, наверное, это, да? Скорее всего. Вот эта шняга должна получиться, наверное. Ну-ка. Где еще есть такие знаки? А, нет, еще есть Азель. Оно может... А, еще есть Масет какой-то. Оно может быть разным, оказывается. Бальмет. А, вот еще Аннек есть. Ага. Они могут быть разными. Так, это мы уже смотрели. У Куплиновой скоро начнется трансляция. У меня уведомление пришло. Сейчас все туда побегут. Вот, The Mark. Uncovering the demon's name. Вот что вот тут написано, а? Into our world. Ай. Непонятно. Before regulate. Ну, это понятно. Тут то говорю непонятно, потом понятно. Объяснение этих вещей, что они делают. Это что такое recovered language? Это вот как говорят эти демоны. Вывод: учите английский. Да-да-да. Красиво разговаривает. Эх, жалко, нет перевода. Еще не понятно. А, эти Woman in White, которые вот здесь появляются. The Shadow Man появлялся. И Мимик вот этот.
Смотрите, опять свет выключили. Что-то я даже этот... А что мы делаем-то? Демонов изгоняем из жмуриков. Не изгоняем, этот ловим, точнее угадываем демона из вот этого тела. Либо это вот этот чел, либо вот этот. О, еще женщина. И либо вот это женщина. Вот. И мы, короче, эти тела, ну, мы же все-таки в морге работаем, мы их готовим к как сказать, ну вы поняли. Мы их бальзамируем, короче, и смотрим на поведение, кто как, что, как, какую дичь творит. Но они все как-то более одинаково все это делают, поэтому не угадаешь здесь. Между этим надо собирать вот эти символы. Эти символы собираются вот этой шнягой. Я уже ее взяла. И вот потом вот такая шняга, короче, появляется. Короче, вот так бегаешь по всему этому моргу, можно так сказать. И ищешь этот символ. Потом этот символ вбиваешь в ту марку. И потом этой маркой ты кладешь его, короче, на того демона, которого ты выбрал. Ну, на того человека, то есть. И потом вместе с этой маркой ты его сжигаешь. И там уже как повезет, угадал ты или не угадал. И пока я все вот это делаю, здесь бывают иногда вот пугалки всякие, скримеры, к которым я уже привыкла и не боюсь. Вот, такие дела. Сейчас, минуточку. Кое-что надо сделать. Так, все. Знакомая ситуация со светом. Я смотрю в коридоры, может там кто-нибудь появится. Я немножко дернулась. Чё? Да блин. Да что за дичь? Ну, ты дверь откроешь. А чё она дверь закрыла? Не в тему. Да-да, мы заметили. Испугались? Обосрался. Да я не понял. Ой, не могу. Эта дверь тоже закрыта. Опять лаганула, только не это, пожалуйста. Только не баги. На ножки посмотрим.
Чё, hello? Какой hello? А, это лежит. И думал, тут кто-то стоит. Ой, господи, опять багануло, походу, смотри. Мне что, теперь придется так бегать, что ли? И это еще платная игра, блин. За это еще деньги платишь. За эти все баги. Капец, просто и тут тоже смотри. Что за бред? А, тут закрывается. Должна была быть, наверное, какая-то пугалка или что? Ой, зачем я это взяла? Что там надо? Надо, короче, вот эту. Уже какой второй баг, да? В предыдущем было баг с маркой. То есть с символом. Символ не показывался. А сейчас баг с этой, с дверью. Ой. Довольно забавно с багами играть. Ну да, но не с такими же, чтобы, блин, бегать. Вот так вот-то прям обходить. Тоже, конечно, этот. Может, этот баг снимется, может, сейчас какая-нибудь сцена будет. Смотрите, какой у нее пресс. 21 год. Накачала себе. Даже у меня такого пресса нет. There we go. Так, here we go. Теперь надо вот как раз-таки туда, куда вот там дверь закрыта. Придется вот так обходить. Ну да, конечно. Короче, это только там эти двери забаговали. Такой пресс я бы потрогал. Мертвый, что ли? Мертвый пресс. Так, может, что-нибудь появилось, а? Пойдем посмотрим. Дичь. Мне нужна дичь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, не мертвый. Живой. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Нету ничего. Иисус, помоги, Иисус. Вот и плати деньги за баги. А я про что и говорю. А может, так задумано с дверью? Не-не-не, такого не было никогда. Даже если бы была дверь закрыта, она бы открылась бы в любом случае. И что-нибудь бы произошло, какая-нибудь страшилка. А тут это просто двери забаговали, потому что, смотри, даже вот эта дверь, она прикрытая, она сама уже щелкает так, как будто она закрыта. Хотя она, смотри, вот. Какой-то баг, короче. Должно было что-то случиться, наверное, что-то такое, сцена, может, какая-нибудь должна быть. Но ведь, как видишь... Я не знаю, это отойдет, нет? Что-то этот как-то в последнее время что-то, благо, можно обойти, да, вот хорошо, хоть обойти можно. Right. Конечно, я этим не сильно рада. Но все равно хоть спасибо, что можно обойти. Тут тень так странно бросается на глаза, смотрите, как будто она смотрит на меня. Сейчас разрабы хитрые кинут сырое и не фиксят, зато деньги уже получили.
Ну, что поделаешь. Ой, господи. Что-то женщины стали часто появляться. До этого одни мужики были. Опять сохранение пошло. Да-да-да. Я, кстати, Киберпанк этот поиграла. Я его не покупала. И вот, и у меня случился такой баг. Я, проходила миссию, все такое, и у меня просто пропало оружие. Спасибо. Просто пропало оружие, и я не могла стрелять и все такое. Ой, блин. Сколько я лет? Опять 81. И я не понимала, что происходит. Я начала все заново. Та же ошибка. Ну, пришлось удалить игру. А что делать? Кибербаг, да. Киберпук. И я такая подумала, хорошо, что я не покупала эту игру. Ой. Такие дела. А я там не так далеко, в принципе, ушла. Но все равно обидно было. Столько играла, и тут на тебе такой баг. Просто пропало оружие, я такая... простите, как стрелять? Чем мне? Из пальца, что ли? У меня было так много оружия всяких разных. Ну, как много? 2, наверное, всего лишь. И они все пропали куда-то. Просто испарились. Так. Ой, мы все делаем то же самое. Поэтому уже скучно становится. Вот правильно, сначала в нее нужно поиграть и только потом купить. Да-да-да. Я, который ее купил. Может, эта миссия была такая без оружия? Не-не-не. Я же говорю, я же начала заново, и у меня она не убрался этот баг. А ты дверь-то не сможешь открыть? Пугалка, блин. И что, ты ее прошел, кстати? Купил, да? И как те? There we go. Баги были? У меня подруга тоже она покупала. Right. Вылеты так и не пофиксили. О, все понятно. Даже на мощных компах вроде говорили, вообще жестко лагало, да? Так что про свой-то я вообще промолчу, компьютер. Если уж у них там, то у меня-то вообще. That's not it. Блин. Да что такое? Я сама открыла. Так. I can't hold anything else. Чё? Дроп? Ну, у меня сейчас среднячок. Ну, еще не прошел, так как проблемы со светом. Понятно. Ой, господи. А я как-то не стала переустанавливать и такая, ай, ладно. Если уж игра так делает, то тогда я не буду ее проходить. Потом началась бы еще какая-нибудь дичь. Ай, это время тратить на это тоже как
как-то не очень хотелось. Тем более я еще тогда не стримила еще, видео не записывала. I'm missing Может, если бы я записывала и стримила, может быть, я ее прошла бы, наверное. I already have one of those. Это который недавно вышел? Или какое? Про какое ты аниме говоришь? Сейчас какое-то аниме же тоже вышло. Про киберпук. Только я его не смотрела. Так, сейчас чекнем быстренько. Так. Вроде ничего. Ня-н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 я. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Что-то нету опять. Да, недавняя киберпанк, бегущий по краю. Бегущий по краю, это как бегущий по лезвию, что ли? Это они пародию, что ли, сделали или что? Советую посмотреть «Бегущий по лезвию». Только я с Райаном Гослингом, кстати, не смотрела, я только старую смотрела. Старый фильм. Turn off pomp remove to be seen glow sensation. А. Так, дальше. Вот это вот. Смотрел, но третью часть не смотрел. Я только вроде первую посмотрела и все пока. Мне вот, кстати, нравится тематика тоже вот эта киберпанка. Нравится тематика... Ну, не тематика, а времена 30-х годов. Типа как игра «Мафия». Что-нибудь бы такое еще поиграла бы в этом стиле. There we go. А, у меня есть игра Stray, кстати, смотрели? Видели? Я ее, конечно же, прошла, но мы можем ее еще раз поиграть. У Куплинова началась трансляция. Так, танк-клинер, надо туда бежать. Я опять всех сделала и не знаю кто. Я такой хороший работник. Вот бы мне премию дали. Ну шо, покажись. Нападай. По очереди. Все, до свидания. Она быстро завирусилась, но я так и не смотрела эту игру. Ну, если честно, там ничего такого не ожидай масштабного. Я от этой игры ожидала большего, если честно. И немножко разочаровалась. В конце я просто такая... И все, типа. Конечно, это мои проблемы, что я такие ожидания выстроила себе. Но просто какая была реклама. Какие были эти...
Можем поиграть потом, если хотите. А я ее не удаляла. Я думала, такая, может, потом прохождение может снять по ней или что-нибудь такое. Вот. Так. Такие дела. Блин, никто не вот так не пугает. Все время, сколько я уже вытирала лиц, и никто не пугает. Нашумевшая игра, вот и ожидания от нее высокие, да. Поэтому, ну, это как с киберпуком, поэтому. Тоже сколько лет ждали этот киберпук. Вот он пришел, и тут такое разочарование. Ой, бля. Ну что такое? Что с этой игрой сегодня вообще? Не пойму. Ну вот это, блин, мне не нравится это. До этого все нормально всегда было. А тебе не будет скучно играть в нее второй раз? Да нет, не думаю. Там такой экшен. Я еще хорошо, что я не записывала, потому что я так психовала, вы бы видели. Я просто что-то неправильно делала, и я там бесилась так страшно. Там что-то не получалось. Там же убегаешь, короче, от всяких опасностей. И вот у меня что-то там котик тупил, и я из-за этого и психовала. А стрим сколько еще будет? Не знаю, вот. У меня еще пока 11 часов. Еще можно где-нибудь на часик растянуть. И все потом, наверное. Что-то нету опять ничего. Что такое? Походу из-за того, что дверь баганула, наверное, из-за этого сейчас ничего не появляться не будет. Ой. Опять рандомно выбрать все, что ли? Ой. Я уже засыпаю. Ой, воу. Это что такое? Может, тут свет выключить? Тогда, может, что-нибудь какая-нибудь бяка будет. Просто мне пора бежать, а спросил и поможет, успею еще прийти. Ой. Ну, уже не знаю. Может быть, успеешь, может быть, нет. Удачного прохождения. Ага, спасибо. Ну, это уже не как прохождение, наверное, а просто Но все равно спасибо. Что-то нету ничего все равно, пугалок никаких. Значит, это все-таки баг. Может, все открыть? Все окна. Чтобы было страшно. Ну, на концовке разные. Ага. Но я думаю, тут ничего не получится, потому что тут баг. Вот бы в машине еще появлялась дичь. Смотрите, тут даже трубу сделали для печки. Как все продетализировано. Хаба. Хоба, 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 хоба. Ля-ля-ля-ля-ля.
страшно. Помогите. Ничего не происходит. Хоба, 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 хоба. Мы только 2 символа нашли. У нас еще должны были быть символы. Демон, выходи. Да я же уже тебя посмотрела. Ты уже все уже спишь. Так, ладно, следующего. Наверное, тот первый чувак, наверное, скорее всего. Так, вот этот вот, походу. Потому что он все время какую-то дичь творил. Ну, что-то уже ни скримеров, ничего нет, потому что и дверь забаговала, наверное, из-за этого. Типа скрипт не срабатывает, все такое. Мне показалось, у него ноги шевельнулись. Типа вот так вот. Может, сейчас что-нибудь будет? Откройте! Да. Ой, это что? Это что такое был? Это что? What is this? А, вот тут еще что-то, смотри. Чего? Хи, уха-ха, хи-ха-хи-ха, уха-ха. Ха-ха, уха-ха, хи-ха-хи-ха, хи-ха-ху. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Никакая дичь не напугала. О, достижения дали. 10 из 10 immersion какой-то. Что за immersion? Что значит immersion? Immersion. Immersion. Короче, ребята, у нас снова баг. Мы не сможем отгадать призрака. Ой, блин. Демона, потому что у нас забаговало все. Давай туда прорвемся. Ла-ля-ля-ля-ля, ла-ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля, ла-ля-ля-ля. Тирим, тирим. Тирим, тирим, тирим. Тирим, тирим. Порум, 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 порум. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.
Так. Ну ладно, тогда наугад опять, что ли? Ой, господи. History of demonic, identifying demonic tendency, sigils of demonic names, tools to combat demonic forces. Immolation, Individuous Desolation, sigils of covetous demons. Each of the covetous demons belong to one of the three houses of service in the halls of Satan. A demon's true name is composed of 4 sigils of bandage. Below the three houses and the no covetous demons within them. Так, ну-ка, сейчас подождите-ка. Ой. Так. Вот мы и остались снова одни. Блин. Что делать, а? Так. Пум-пум. Там. Может, тут поочередно? Может, это вот этот? Invidious Maset. Потому что... Что было первым? Вот так было. Тан-тан-тан-тан. Вот это, да? И вот это. Ничего не понятно, но очень интересно. Короче, так сделаем. Прикинь, не могу нажать. Потому что забаговала. Ай, все из-за этой двери, все. Так, сейчас ну-ка я выйду. И обратно зайду. Может, отпадет? Не игра, а баг. Эта дверь проклята. Так, я надеюсь, не надо с самого начала начинать. Только не говорите, что с самого начала.
Так, значит... какой там был знак? Так, ой. Господи, блин. Какой интересный код. А, все. Пиу, пиу, Invidious. Вот. Переру. Переру. Пролеру. Так, погоди. Пролеру. Так, да? Пролео. Да, все. Так, теперь вот это вот мы убираем отсюда нафиг. А хотя сейчас, ну-ка я похожу с этой бумажкой. Чё это я? Тут же баг убрался. Ой. Ой. Сейчас. Блин, надо было перезайти реально. И сейчас... Блин. Где там бумажка? Вот. Давай походим с ней. А, нет. Оказывается, нет. Прикинь. Я неправильно сделала. Вот. The door's open. Все. Из-за двери было, короче, баг. Так, вот. Все. Привет, привет. Что у нас там, блин, я забыла, какой. Тита-тита-та. Ага. Ой, забери. Так. А, нет. Emulation. А, вот, бальмет. Это бальмет. The House of Emulation, вот. Это у нас балет. Так, и чё? И что этот балет дает мне? Балет. Ну-ка, сейчас. Учишься балету, Поттер? Что-то вспомнил. Так. Поттер. Поттер. Yeah. Ну, хоть эти вышли. Тарковы всякие. В Дискорде. Вот Мучача я еще не знаю, кто это пока. Может, потом узнаем. Что за Мучача? Вот Елена, вот знаем. НЛГ пока не знаю, кто это. И чё? Кто это? Тоже не знаю. Все. Остальные... А вот Финк это мой друг. Остальные не знаю, кто это. И все вот те, кстати, вот кто вот тут была такая огромная переписка. Ты видишь, наверное, да, ее? Вот они, короче, все вышли. И слава богу. Одним больше, одним меньше, как говорится.
Но что-то он с телеграмма не отписывается. Странно. Зато от Ютуба прям вылетел как пробка. От Ютуба прям отписался так резко сразу же. Такой обидчивый ужас просто. Да опять ты заклевала. Постоянно появляется. I just wanted to visit you. Don't you miss me? I brought you something. Вау! Оказывается, так можно было? Slit your wrist for me. Just a little. Что-то новенькое. What's wrong, Rebecca? Don't be afraid of your grandma. Get away! Ой, хоть бы не забаговали двери, пожалуйста. Я только за это боюсь. Фу, слава богу. Дичь, дичь. Полная дичь. Так, ну мы отгадали марку. Ой, отгадали, говорю. Узнали марку. Теперь нам надо угадать демона. А как это сделать, я не знаю. Оказывается, можно уйти. А я у окна все время стояла. Потом можно, наверное, еще какую-нибудь другую в комнату уйти. Может, это того мужика? Все-таки. Потому что он какой-то был подозрительный. Давай, короче, этого мужика. Это мне не нравится. До свидания. Я уже устала, блин, разбираться с ними. Блин, я надеюсь, я угадала. Господи, я уже устала. Сколько можно уже? Спиной стояла и все равно повернулась. О май гад! Вау! Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm Опять fine. мы не угадали, блин. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so long. What? What are you? Oh no. You chose the wrong Да как demon. отгадать-то, елки-палки, а? Rebecca's not here, you fucking idiot! Worthless. Watch your foolish boy and drink it as it melts from the pit of a flame. Worthless old shit. Гайд, что ли, посмотреть? Почитать?
Типа как отгадать демона. Ай, просто я не знаю, я уже сколько раз уже я смотрела этот концовку эту. Как вообще угадать, кто есть кто? Сколько уже попыток может быть? Тю-тю-ку-тю. Садится опять. Садится опять на весь стол, малыш. Bodies burned 7. Times possessed 7. Shift completed 7. Bodies embalming 20. Demons banished 0. Ай. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Мортуари. Как идентифицировать демона Mortuary Assistant? Так. Единственный аспект, который действительно играет роль в идентификации демона Mortuary Assistant, это осмотр тела в игре. Вы всегда будете осматривать тела на предмет маркировки и, например, вычеркивать детали из своего списка дел. Когда дело доходит до определения того, одержимо ли тело, над которым вы работаете демонами, это не просто легко открыть и закрыть дело. Что-то, что демоны будут делать с телами одержимыми или используемыми в качестве приманки, будет заключаться в добавлении новых отметин вокруг тела или изменении выражения лица тела. Однако в такие времена важно сохранять остроумие, поскольку демоны могут попытаться сбить вас со своего следа, марионетив неодержимое тело. Что-то, что вы можете использовать, чтобы помочь вам сузить список того, какое тело в настоящее время находится, это спичка и пепел, которую вы можете забрать в морге Риверфилдс. Спички мы, кстати, находили, а вот что за пепел? Кроме того, Paper and Notes также можно использовать для отслеживания вашего текущего уровня владения. Их можно получить на стойке регистрации, поскольку маркировка становится все более распространенной, они определенно пригодятся. Это что такое? Как только вы увидите активность, самое время выяснить, с каким демоном вы имеете дело. Для этого найдите полоски с надписями, они используются для идентификации печати по всему моргу. Ну это вот понятно. Просто вытащите их из своего инвентаря и пройдитесь по моргу. Они начнут гореть, когда вы приблизитесь. Ну вот это мы делали тогда. Всего нужно раскрыть 4 сигилы. Или сигилы. Как только вы все 4 будут найдены, вы сможете собрать воедино, с каким демоном вы имеете дело, основываясь на том, какие символы были вам даны. Если вы когда-нибудь почувствуете, что застряли, всегда обращайтесь к базе данных Night Shift, так как там будет много информации о демонической одержимости. Вот как распознать демона. Проверьте тела на предмет маркировки и поищите эти знаки по всему комплексу. И что это мне дало, блин? Мы все это так и делали. Типа надо все время на тело, короче, смотреть. Внимательно. Постоянно осматривать. Так, что ли? Так, есть еще гайд. Как определить демона. Ой, сейчас почитаем. Так. Как определить демона? Один из аспектов, который действительно играет роль, это осмотр... это то же самое, что ли? Всего нужно раскрыть 4. Это то же самое все. Блин. Как идентифицировать? Ну-ка. Все равно ничего не поняла. Это то же самое, блин.
Как разгадать? Вот реально. О, есть сообщество Steam руководства. Ну-ка. Блин, оно на английском. Ну, ёлшкин ты кот. Так, ну это понятно, понятно. Знаки тут. Раз, два, три, четыре. А чё 5? Понял. Так. Ага. И шо? А, на некоторых телах бывают отметины какие-то. Смайлинг. А, еще улыбка выдает демона. Вот, короче, тут есть. Ой. Сейчас я пока отсюда выйду с игры. Я хочу кое-что... Ой, хочу кое-что показать. Вот. Ой. Короче... Так, показывает? Ой. Вот. Есть, короче, эти знаки всякие, но у меня что-то ни разу такого не было. И улыбка. Улыбаются. Какие-то вон еще знаки, смотри. Короче, тела надо прям вообще досконально обследовать. Example of demon's favorite body being pulled of the cold storage. Чего? Блин, что здесь написано? Так, сейчас. Translate. Пример того, как любимое тело демона вытаскивают из холодильного хранилища. Чё? Чего? Любимое тело? А что там, типа дичь начинается, что ли? Не поняла. Так, random announce marks the might be tells. Вон, крестик какой-то. Спички. Collections bug. Чего? Тут что написано тут? Да блин. Да ты... Где я могу найти пепел? Как мне собрать пепел? Возьмите сумку для сбора пожертвований, щелкните правой кнопкой мыши по двери к инвентарю для сжигания отходов. А. 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 Ой, это что такое? Look up and around the mortuary. Ну, это у меня уже было. Это тоже было. Дичь какая-то. Тут типа, наверное, спойлеры, поэтому типа спрятано. Так, ну код я не хочу смотреть. Это потом узнаем. Так, это уже достижения пошли, ладно. А что, так можно было, что ли? Блин, тогда давай. Так. Все тогда. Начинаем.
Все, теперь понятно. Сейчас попробуем. Может, получится на этот раз. Ну вот видишь, что перевода нет, непонятно ничего. Не могу прочитать, как там что в этом. В компьютере. Если бы перевод был бы, было бы понятнее, что к чему. А то типа просто найди демона и все. Просто наугад. Так, дверь закрываем. At least I can keep track of things. Все, спидран. Favorite body. Смотрим на улыбку. Знаешь, у кого я сейчас заметила улыбку? У девушки молодой. Кажется, как будто она улыбалась. И у нее опять, смотри, язык торчит. Запомнили. А что, если язык торчит? А нет, она не улыбается. Показалось. А это тоже не улыбается. Это тоже нет, они все просто, ну, в обычном, короче, состоянии. Так, ну все. Тогда полностью надо осматривать тела, значит. Прям вообще каждую этот миллиметр тела. О, Господи, это что было сейчас? Короче, на руке может быть. И на животе отметина. Так, лучше переворачивать. Ой. There we go. Так, и лицо сейчас посмотрю. Ну, вроде ничего не было, да? Но у нее что-то язык торчит. Чё, к чему это? Так, интересно. О, моя ровесница почти. Да что такое? Так, рарм. Шолдер. Лег. Так, пойдем. Все, сейчас осмотримся. Быстренько. Ой. Так. Тут посмотрим. Посмотрим. Короче, когда вот это какая-то дичь начинается, надо на тело смотреть. Так, какой-то странный знак первый раз такой попадается. Мгм. Так, интересно. I'm missing something. Так, ну что, поехали?
За работу. Чё нету? Так, ай-яй-яй. Где? А, вот. Там же. На тех же местах. Странно. А я, кстати, вот обращала на это внимание, что некоторые улыбаются бывают. И я как-то не думала, что это, оказывается, может быть демон. Просто типа это... Это, конечно, такая прям очевидная фигня. Чего? Ты же... Я же тебя вытащила, что ты, Гайс-то, говоришь? Никого же нету тут. Короче, вот. Можно вот это взять. И пепел, короче. I can't use that here. А, вот. Вот. Пепел взяли. И там были спички. Сейчас. Здесь. Тут. Так, сейчас. Посмотрим еще раз. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Нет туда ничего. Ладно. Так. Ну, вроде пока дичи нету. Ничего такого не происходит. Но надо будет наблюдать всегда за телом, короче. Ну, это делается, по сути, на царапину, но я сделала так просто для эксперимента. Ну, ничего не произошло. Может быть, она даже не демон, а просто обычный человек. That's not it. А чё глютеральдегид или как там находится здесь и там? Странно так. Чего? I'm missing something. Ой, странно уже что-то как-то. I'm missing something. I'm missing something. Кстати, она разрезала без скальпеля. Странно вообще. Why did you let me die? О, Господи. Не знаю. Чё, я тебя дай. Блин, опять. This is all your fault. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Ага. Так. Так. Ой, так. После каждой дичи проверять интересно или как?
Ничего пока нет. Так, ну все. Вроде это не она. Я бы еще тело бы ее осмотрела бы. На всякий случай. Так. I'm missing something. Так, вот это. И... Так, живот теперь черный. There we go. Ага. Так, теперь вот это. Ой. Это надо. Who is my name? Говорит. Может, тут дичь? Нет? Нет. Наверное, то, что я вот так бегаю, может, игра не успевает. Не успевает сделать эти скримеры, еще что-то. Из-за этого, наверное, все равно непонятно кто. Ну, сейчас посмотрим на все тела. Потом будем, короче, исследовать. Так. Так, все. Но она вроде не улыбается. На ней никаких знаков нет. Дичь вроде была, но это может быть у всех. Смотри. Ей стало плохо немножко. Странно. Это было немножко странно. Так, давай-ка его возьмем. Опа. Чё, тебе нравится это тело? А, смотри, улыбается. Походу, это демон. С этой стороны улыбается. Все-таки, оказывается, я этот... А здесь нет. Как-то это странно. С одной стороны улыбится, с другой нет. Ничего нету. Никаких царапин, ничего. There we go. Смотри, лыбится. Еще этот свет так промигал.
Походу, это любимое тело демона. Как много в нем. Сразу же чекаем. Новое тело посадили. Так, ладно. Ладно, ничего нету. Давай работать. Пока нету ничего. Так, и ла-ла-ла. Где это было? А, вон. Так, все, больше ты не будешь улыбаться. Сейчас тебе рот закроем. There we go. Все равно немного улыбится, смотри, а. All right. Чё смешного? Так, все. Сейчас надо этот собрать пепел, может, пробовать на нем. Так. Так. I'm missing something. I'm missing something. Вот. Опять свет. Опять свет мигает. Странно очень. Ух ты. Видела? О, смотри, дичь, дичь, дичь. Ничего не заметила. Так, окей. Ну, появлялась эта дама, типа. Хотя они все в этот перемешку все появляются. То Shadow Man, то Мимик, то эта дама. Как ее там зовут, забыла. Lady in White. Так, нет, пока ничего. Хотя что-то было, дичь какая-то была, но что-то ничего нету. Пока что. Ладно. Так, дальше. Дальше у нас вот это идет. Эй, надо этот сделать сейчас. Я с этим закончу. Так, надеюсь, кровяки не будет сейчас. Ну, он точно демон, короче.
Хотя в гайде там ничего такого не говорилось, что они говорят. Он сказал, что-то впусти меня вроде. Там было такое. Сейчас. Какой там код? 7507. Так, сейчас. Где-то тут было. Нет. Тут, наверное. Нет, 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 нет. Где же было? Вот вроде Resolved Language. А вот Grau не... назови мое имя. Назови мое имя, да? Pray in my name, или как? Pray in my name. Или прими мое имя, или что, непонятно. Так, ну-ка, давай-ка сделаем пепел. Я только один раз могу, оказывается. Вот черт. Блин, а их тут так много, я только один раз могу сделать это. That's not it. А чё, почему нельзя еще взять? Вот черт. Прикинь, да? Еще нельзя. Все. Опа. Короче, мне кажется, это он. Теперь эта бабка, смотри, улыбается. А она же не улыбалась. Бабка улыбается теперь. What the fuck? А что, не все могут улыбаться, что ли? У нее же было какое-то выражение, типа такое, ну, обычное, безэмоциональное, типа. А сейчас она лежит и такая... What the fuck? Вот черт, я не знала, что, оказывается, один раз только можно пользоваться этим пеплом. Ой, черт. Так. Смотри, как она лыбится, вообще ужасно просто. Он что, перемещается, что ли, этот демон? Я не пойму. И этот тоже лыбится. Чего они все лыбятся? Девушка, кстати, нет, не лыбится. Короче, девушка чиста, походу. Так, ладно, сейчас бабку посмотрим. О, жесть, смотри, как она улыбается. А у нее-то не было улыбки. Не, это жестко. Тут прям явная улыбка. Ничего.
Так, ничего. There we go. Would you very go? Но нам надо внимательно еще посмотреть. Ага. Так, понятно. 84. Shoulder, alarm. Все. Так, ну-ка. Сейчас сходим с этой. Так, странно. Очень-очень странно. Hello. Опа, опа, опа. Происходит что-то опять. I'm missing something. Не, ну это явно улыбка, блин. Это не улыбается никак. У нее выражение лица уже такое обычное тоже. Ой, господи. Так, так, так. О, блин, малыш. Ну-ка иди отсюда. Весь монитор мне погнул. Что такое? Капец. Так, вроде ничего. Ладно. О. Ну хоть двери не лагают на этот раз. I'm missing something. Это явный демон, блин, бабка. Так, сейчас. Явный демон. Бабка-демон, бабка-демон. Демон-бабка. Как так? Ничего. Странно. А сколько мы знаков нашли? 2 же только, да, пока что? Да, только 2. Так. Так. Так, что он? Аут. Всё, бабка. Ты больше не будешь улыбаться. There we go. All right. What? Странно. Очень-очень странно. Так. Глютеральдегид. Но она вроде не шевелилась. Но все равно это не доказывает то, что она не демон.
Так, что там? А, вот. Сейчас еще раз сходим, проверим знаки вот эти. Rebecca, Да блин, опять. in here, Rebecca. Да я и так ингир. So, little Raymond thinks he found a Ты, наверное, не видела, да, это? another sacrifice to save his fucking skin. Сейчас, смотри. Все время это смешит. Смотри, короче, на манекена сзади смотри. Спасибо. Быстро нашла. Смотри, запомни этот знак. Пирамида какая-то. Пирамида. И кресты. Пирамиды и кресты какие-то. Sorry. Уехали. Посмотрим сейчас, что за пирамида и крест. Так. Ой, что это у нас? Даже смотри, на бабки на этой знак. Так, сейчас посмотрим. Вот он, да? Desolation. Что у нас там? Так. А вот. Это у нас ускорет. Ускорет. Последний у него вот этот значок. Так. Ага. Да, это он, ускорет. Значит, ты ускорет? I'm missing something. Смотри, кто-то стоит. I'm missing something. А, это я стою же. Странно как-то так. Блин, вот сейчас бы пепел понадобился. Блин, мы его так просрали вообще прям этот. Конечно. Are you sure this is the right one? I'm missing something. Чего я не могу взять? Это ты ускорет. Ой, блин, что, это надо доделать, что ли? Ой, только не говорите, что у меня все залагает сейчас. Ой, только, пожалуйста, не лагай дверь, пожалуйста. Ой, что я вообще хреново как-то. What? Хм.
Не, я не могу взять тело. Странно. Так. Что там надо? А, скальпель. Это надо. Трубку. I can't hold anything. А, блин, надо этот. Сейчас сюда положу пока. Пусть тут лежит. Мы знаем, что это ускорит. Так. Так, берем. Думала, этот. Баганула. Но она как-то I'm вообще missing something. веселая такая прям. Лежит. Деловая. Сейчас вот, наверное, закончим и осмотрим ее тело. Вот это все сделаем. Сразу этот приготовлю. Вот этот. Смотри. Именно ее. Это очень-очень странно. Ускорет. Я просто жду, может, дичь какая-то будет. There we go. Нет, вроде ничего. Но она до сих пор лыбится, смотри, сидит. Так, надо этот взять. Пускай будет. На всякий случай. Мы уже, в принципе, знаем, но все равно посмотрим. Все-таки, оказывается, вот это то, что дичь показывает нам, это такая небольшая подсказка. Но ничего нет. Воу, 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 воу. Что такое, что такое? Опять смотри. Что-то ей очень плохо. Она не шевелилась вроде. О, сидит. Так, что там надо? А, лицо помыть. Ой, как она улыбается, а? Смотри. All right. Пока ничего такого не вижу. А-а. М. Хм. Может, шевелиться будут. Так, ну ладно.
Мы думаем, что это ты, бабка. Потому что ты улыбишься. До свидания. Что за звуки были? Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first-name basis is in order. Did I make it? Is it over? Блин, опять не получилось. For now. It's never really over. Походу нет. You've come a long Что way. опять It's a диалог lot to learn. такой же. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting Нет, не получилось. for so long. What? What are you? Oh no. You chose the wrong demon. Rebecca. Ну она же улыбалась, блин. Fucking idiot! Чё за бред? Watch your spoil and drink it as it melts from your pitiful frame. Ты никак не пропустишь. А, все может пропустить. Так, ну ладно. Не понимаю пока, не понимаю. Очень-очень тяжело. О, привет, привет. Как дела? А мы тут все никак не можем разгадать демона. Какая уже третья попытка. Я уже гайд посмотрела даже. Ой, все равно что-то как-то там было. Это так бывает, когда кота не покормишь. Да? Ой. Короче, не знаю. Я гайд уже посмотрела. Там было написано, что демон может улыбаться. На нем всякие отметины могут быть. Надо все время смотреть на тело. Мы вроде нашли какое-то тело, которое улыбалось. Там бабка, она сначала не улыбалась, а потом начала улыбаться. Я такая, наверное, ты демон, потому что столько дичи потом с ней начало происходить. А это оказалось не она. Мы Марку правильно угадали. Блин, а что делать, а? Опять, что ли? Меня уже заколебало это. Так, сейчас я взгляну. Кое-что. Жалко нету человека, который шарит за эту игру.
Light them up. Burn 50 bodies in the retort. Well preserved. Embalm 100 bodies. Это я достижение читаю. Throw the vase. Throw the red vase. Чего? За это достижение дают? О, Господи. Бросьте вазу. А, да? А я же ее в этом бросала. Еще в начале. All the pieces. Experience all major story events. I know you. Beat the game without emblaming all bodies. А, типа без этих... Отгадать как-то. I survived. Beat the game once. Это что такое? Пройдите игру один раз. Чего? Еще типа пройти все концовки. Так, ладно, давайте последний раз, короче, попробуем. И все, наверное, хватит. То уже поздно у меня. Если бы такое в реале было, и чтобы избавиться от демона, надо трупах в печь кинуть, я бы всех туда засунул, чтобы не наверняка, ну его. Да уж, это точно. Я бы тоже, потому что они все равно жаловаться не будут. Только еще этот в печь бы еще как-то поместилось бы. Там печка тоже такая маленькая, а люди все разные там. Кто-то толстый, кто-то худой. Дайте мне достижение. Достижение дай. О, дали. Ура! Так. At least I can keep track of things. Здравствуйте, просыпаемся. Как дела у вас? Как прошел день? Вы все такие мертвые. Опять бабка. У нас тут было до этого вот куча багов всяких. Как в прошлый раз, помнишь, там этот летала. Баночка летала. На этот раз у нас, короче, дверь забаговала. В первый раз что там было? Второй раз забаговала дверь. А первый раз что было? Что я уже забыла, блин. А, этот, кажется. Не считывались эти знаки. Как будто бы так. Ай. Короче, надо смотреть тело, короче, внимательно прям. Там могут быть всякие эти знаки. На животе могут быть царапины. А тут, короче, когда если появится какая-то царапина, то ее можно проверить с помощью пепла. Вот он не улыбается вроде. Нормальный. Бабка, короче, вообще вот так вот аж лежала. И мы думали, что это демон. There we go. И что там валяется? А, это ваза. Сама кинула и сама спрашиваю. 35 лет. Шолдер. Шолдер. Лего. Ой. Ой. Так, все. Ой, блин. Если опять не получится, то я не знаю тогда. Я просто не знаю. Так, поехали. Раз, два. Как удобно они рядом лежат. О, как удобно. Все рядом. 3. Раз, два,
И раз, два, три, 4, 5. There we go. Все. Ничего себе, у него губы какие. All right. Баловался филлерами, что ли, когда был жив. Так. Ой. Сюда. 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 Так. И сюда. Жалко, тебя не было в начале стрима. Тут такая дичь была. Короче, с одним челиком повздорили. Все, наверное, когда заходили ко мне на стрим, думали, что за фигня. Что происходит? Девочки, не ссорьтесь, мальчики. Чел, короче, возомнил себя каким-то этим начальником или кем там, не знаю. I'm missing something. Короче, у меня же есть свой дискорд сервер. Опять история повторяется, да? Просто я тут несколько минут сидела, и такая вообще прям меня аж трясло. Я уже не первый раз вижу игру и тоже ничего не понимаю. У меня, короче, есть свой дискорд сервер, и этот чел туда добавился. Может быть, потом, если захочешь посмотреть повтор, я просто сейчас вкратце расскажу. Короче, он добавился на мой дискорд-сервер и начал писать туда. Ну, окей, ладно. Пишите в чат. Типа, чат жив, написал, все, ну и так далее пошло. И я заметила, что начали прибавляться люди. И я никуда ссылки никакие не кидала. Ну, я поняла, что, наверное, это он, пригласил людей. Ну, окей, ладно. Потом началось то, что... Короче, они, оказывается, играют в Тарков. А я просто намекнула, что, пожалуйста, не говорите на моем дискорд-сервере об этой игре. Ну, потому что, ну, это мой, как бы, дискорд-сервер. Давайте, типа, говорить об играх, которые я сейчас, как бы, играю, да. И, ну, типа, мои интересы, как бы, здесь больше. А на что он начал говорить, типа, There we go. а почему мы должны Why did you let me die? интересоваться только твоими интересами? This is all your fault. Почему ты не можешь интересоваться нашими? Ну, не интересоваться, как он сказал. Почему ты не можешь дать нам свободу слова, он еще так говорил. Запрещаешь, типа, нам. Чат же для чего создан? Чтобы люди общались, знакомились. Ну, это понятное дело. Просто... он еще сказал, что мы будем тут флудить, ну, типа такого. Я сказала, что лучше не надо флудить. Но я как-то так написала, что лучше этого не стоит делать, потому что, не всем это нравится, потому что там же другие люди же тоже подписаны. И кому-то не нравится, когда уведомления вот так, короче, бегут. И... что там? Он подумал, что я какая-то, наверное,
всезнайка захотела тут, видите ли, вставить свое слово, что, видите ли, вот на моем сервере нельзя что-то делать. Я не хотела их обидеть и не хотела говорить, что вот мне не нравится игра Тарков, поэтому не обсуждайте ее. Я не стала так говорить. Я просто говорю, что не надо флудить. Типа вот так. Просто он еще до этого сказал, что еще не вечер. И просто сейчас все типа на работе. Поэтому я испугалась из-за того, что сейчас в чате начнется дичь. Я, конечно, была рада, то, что это... Ну, чат оживился в Дискорде, что вот наконец-то пошло движение, типа там и так далее. Но мы для чего там собрались? Я так и писала, когда я кидала свою ссылку. Смотри, он улыбается. Когда я кидала свою ссылку, я писала то, что мы там можем смотреть фильмы вместе и играть в какие-нибудь кооп-игры. Вот. И я еще сказала то, что я играю в основном хоррор-игры. На что там какой-то, чувак написал, типа, а чем Тарков не хоррор? И начали свои видео там отправлять. Типа там стреляют, короче, там хихи-ха-ха, мемные вот эти всякие эти штучки-дрючки. Я, может, что-то не понимаю, наверное, в этом. Ну ладно, хихи-ха-ха. Так, мне этот чувак не нравится, но у него ничего нету. Точнее, вдруг он не демон. Вот. Просто те еще люди, которые добавлялись, я их, как сказать, не то что не знаю, просто, это видно, что это не мои подписчики, что это просто челы пришли от него, он, считай, пригласил их. Ну ладно, окей, ты пригласил их, спасибо. Но можно, пожалуйста, вы будете мои интересы разделять? То, чем я занимаюсь. Тем, чем я занимаюсь. Или у меня на канале написано фанаты Таркова. Им, походу, это не понравилось, особенно там одному челу, который все это начал. Ну и потом пошло-поехало. И он потом зашел ко мне на стрим, и давай тут тоже начал всякую дичь, короче, творить, писать. Назвал моих подписчиков оленями, потому что они молчат. Типа, тогда я буду такой же олень, как и все. Я сказала, это твое право. Точнее, это ты сам так сказал, не я так сказала. И он говорит... Я спросила, а почему олени? Почему ты так говоришь, типа, про моих людей? Он такой, потому что молчаливые олени. Ты тут. Кто олень, у меня дела были, вот поэтому я отошла. Помнишь же, тут чувак сидел и начал какую-то дичь пороть. Потом он начал что-то про психологию, короче, загонять. Что, видите ли, у меня какое-то там было детство, что у меня там родители что-то там, мне что-то не разрешали. И вот я вот какая-то такая, не такая выросла. Да. А я еще, до этого, до игры я еще сидела и болтала, насчет этого. И он такой, может, начнем? Типа, играть. Написал. Извините меня. Я когда захочу начать, я начну. Не надо мне указывать. Тем более еще так писать. И он такой, нет, что ты, я просто пишу, типа там, это просьба. Это предложение, а не просьба.
Короче, как-то так говнял, потом такой это, типа, я же на компромисс хочу, твои подписчики олени, но я же просто предложение тебе говорю, а не требую, типа там это, э, жалко быть, как он сказал, трудно быть твоим другом. Ага, просто лишь бы настроение обосрать, да. Ну, он как-то вообще вот как-то слишком сильно задел меня этими словами, потому что это все началось из-за какой-то игры, блин, просто из-за какой-то игры. И он давай вот пошел, поехал и начал себя топить, 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 и все хуже, и все вниз, 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 короче, вообще. И еще я, видите ли, у него перестала быть богиней. Что за бред? Но на самом деле случай обычный, там уже некоторые ошибки. Мы сами не же держим сервер. Поэтому правила мы даем читать сразу, чтобы потом проблем не было. Конечно, если сервер по играм, не стоит запрещать какие-то игры. Наоборот, раз люди играют в что-то, то можно категорию сделать. С другой стороны, можно для своих тарковчаний собственный сервер сделать. Ну вот, да. Просто мне, конечно, много какие игры не нравятся. Даже тот Геншин. И да, у нас есть подколки по этому поводу, но мы не запрещаем писать по этой игре что-либо. Ай, ну видишь, тут просто человек попался такой душный, поэтому у нас не сложился коннект. Вот. Он меня назвал трудным человеком, а я его считаю душным человеком. Вот и все, просто нам не по пути, и все. Просто кто-то со мной идет дальше, а кто-то выходит из моего, как сказать, корабля или что, как сказать. Может, он из страны 404? Не знаю. Ну, человек такой попался, вот уж. А он-то с первого раза он ко мне в Инстаграм добавился и начал общаться со мной. Я с ним тоже нормально все начала общаться, все ок, окей. Ничего такого. Ну, вроде нормальный, думала, чел. Подружимся, наверное. Просто клево, конечно, да, когда люди приглашают еще людей, да, чтобы набрать на актив, ну, помочь. О, смотрите, сидит. Это, да, прикольно. Просто ну, флут тоже же не надо устраивать, пожалуйста. А, у них, оказывается, модельки меняются. Тут до этого сидел чел, а сейчас женщина сидит. Короче, просто что-то не так пошло, не сошлось, и все. И просто, ну, вот так вот произошло, случилось. Я никому ничего не запрещаю, нет. Просто, ну вот, это, ну, мой сервер, да. И, да, я знаю, я правила не установила, ничего такого там но я свободу слова даю, не как он сказал, типа, запрещаешь свободу слова, все такое. Поставил меня какой-то тираншей. Сделал меня, короче, виноватой перед всеми, что вот я вот такая вот. Запрещаю все там на свете, видите ли. Он еще мне в личку тоже написал, типа, вот, мы же не какие-то там дотеры. Мы обычные тарковчане. Ну вот, а ему не нравятся дотеры. Вот он вот так их называет еще. Как-то в пример плохой ставит. Ну, такое бывает, сделать правила надо, так всем проще будет. Добавить, к примеру, бота, и когда человек заходит на сервер, ему надо соглашение прочитать. Нажал, о, кто все гуляет по каналам, пишет и тому подобное. А если нет, ну нет и нет. Ну, просто видишь, у меня на сервере в Дискорде очень мало человек, и он добавился, и долгое время там ничего не писал. И он сам написал то, что здесь очень тухло было, и я вот решил написать, типа. Ну, окей, ладно. Это хорошо, что начал он общение первым. Это прикольно, да. Но просто он себя каким-то этим хотел поставить главным, что ли, что вот я вот так сказал,
И я вот хочу, чтобы так было. А твои интересы тут вообще никому не нужны, типа. И, ну, я сказала то, что, а почему мы не можем обсуждать, например, Салли Фейс? То, что я вот сейчас прохожу, да? Наверное, может, эти люди не знают, я не знаю. Может, поэтому не обсуждают со мной это. На что он такой говорит: ты отстала от жизни, типа. Не от жизни, а как? Ой, господи. Короче, типа я опоздала на эту игру, что хайп уже типа прошел на эту игру, что вот я вот такая сякая, короче. Опять что-то там говорит. Я не хочу его ни в чем обвинять, потому что мы просто не сошлись во мнении. Такое бывает. Люди приходят и уходят. Я никого не задерживаю и никого не выгоняю. А он еще мои слова как-то так странно подумал, что как будто бы я его выгоняю. Такого вообще не было. There we go. Постоянно еще говорит: ну ты тут хозяйка, хозяин, барин. Потом что он написал? Ну, так и сказала бы, что вот я богиня, боготворите меня, говорите только обо мне. Так бы и сказала бы ты. Может, он по себе судит, не знаю. Такое тоже может быть. Может, он хочет, чтобы ему так говорили. Сам вроде этот, как он сказал, психолог, но как-то этот странно себя ведет, как ребенок. Да что такое? А вот I already have one of those. как ты это взяла? Да забей просто. Ну да, вот я вот не хочу забить. Просто я нормально легит. А вот. Просто я решила тоже поделиться такой вот информацией. Сейчас, надеюсь, дверь не забагает, потому что, блин, в прошлый раз дверь забаговала, когда вот такая дичь была. Надеюсь, ничего не забаговало. Фух, вроде нет. Слава богу. Потому что в прошлый раз тоже такой же был скример, и двери забаговали. Чё? Выбиться сидит же, лежит точнее. Так, что там? Ла-ла-ла-ла-ла. Так, вот это надо. Вот это надо. И вот это надо. Can't hold anything else. Черт. Drop. Так, теперь. Так. 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 I'm Так. missing something. Так. Опять про my name. Ух ты, какой огромный знак. Кальян. Ой, господи. Так. Раугани. Блин. Раугани. Ну, это вроде про my name он сказал. 286, 86.
286, 86. Просто я еще не хотела, чтобы мой Дискорд канал превратился в какой-то этот... как его? В какой-то канал для этих... смехуёчков всяких там, извините за мат, конечно. Да, я не скажу, что я прям такая какая-то серьезная там это. Супер серьезная. Я люблю мемы, просто этот... Ну, я этот мем не понимаю про Тарков. Ну вот не понимаю я, ну я не в теме буду. Ну что мне делать, блин? Да. Привет, ты вернулся, да? А я тут... Вот Брейн Фокс у нас тут сидит. Я ему эту историю рассказываю. Он только что подключился, поэтому... Да, вот Pray My Name он сказал. А мы, кстати, не отгадали. Опять за это говоришь, вроде же отошел надолго. Ну, я этот высказываю. Делюсь, точнее, историей, которая сегодня произошла. Поэтому... Но начало стрима, конечно, было вообще... А я и не думала, что он подключится еще. Как это... Как мышонок такой залез и сидел. Потом я начала об этом говорить, и он такой: хоба, а я тут сижу, а ты меня тут обсуждаешь, да? Но я же хочу поделиться со своей аудиторией. Вышли уже на концовку какую-то? Нет, вот, кстати, да, вот я хотела насчет этого сказать. Опять то же самое было. Опять мы не угадали. Я думала, там бабка, которая этот улыбится. И этот, смотри, тоже улыбится. Бабка также улыбалась, короче, но она не демон. Оказалась, не демоном. Я посмотрела гайд, там, короче, пишут то, что демон может улыбаться. На нем могут быть всякие там царапины. Вы можете использовать на этих царапинах пепел, и потом там появляется, короче, какой-то демонический знак. Можно также исследовать руки. На руках, короче, с обратной стороны, короче, всякие тоже символы могут быть указаны. Ой, короче, как-то этот сложновато определить. Нашли пока только первый знак в виде кальяна. Тут вот прям на потолке. Так. Ну вот всякие, короче, люди бывают. Такие дела. Просто, блин. Так, что там у нас? Есть подсказка? А, еще же есть блокнот, в котором надо черкать, короче, этот символы. И там могут быть это. S44, смотри. Что это? Это код? Это пароль какой-то, что ли? 1, 2, 3, 4. 44. Хм. А испуги от скримеров я пропустил? Так, смотри-ка, смотри-ка, это что? Что это за знак? Вот это, короче, все могут быть эти подсказки. Так, а здесь что? Ничего?
Кто шарит за английский? Так, ладно. What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Бла-ла-ла-ла-ла. До сих пор лыбится, а? Так, ну-ка. Что там надо? Надо отгадать демона. О, буква Ч. Надо отгадать демона. Так, вот. Ай, господи. А, английский ты шаришь? Просто надо тут, короче. Так, ну это не надо пока. Текст и язык это ладно. Нам надо... Yes, of course. Так, ну вот это понятно. Это тоже. Вот, кстати, могут быть такие вот следы, и надо будет по ним, если что, отгадывать демона. Так, сейчас. Ой. Ау, ау, ау. Так. Блин, нет, не здесь. А, вот, наверное, квартерлетинг. Вот что вот это значит? Когда церковь найдет что-то там, простит Бог. Чё? Загораживает вебка. Ой, извините. Сейчас я уберу свою рожу. Чат уберу тоже. А там какая-то часть не видна из-за вебки. Ага. Нуз з Мадриде. Жуйда, значит. Say my name, say my name. А что значит pray my name? Произнеси мое имя или что? Say my name, say my name. Say my name, say my name. Ну шо? Перевели. Ну там, походу, что-то о Боге говорится, да? Просто история, наверное, какая-то. Там не прям говорится, как поймать демона, ну, точнее, отличить его. Блин, тут видео в основном еще по гайдам.
Хотя вам всегда нужно искать признаки, какого тела одержим. Это не поможет вам, если вы не знаете имя демона. Чё, прыгнула? Опа. Опа, что такое? Ну-ка, я тоже прыгну. Опа. Хава. О, поймала. Чё опять прыгает? Второй раз, главное. Не в тему. Say my name, say my name. Хоба, хоба. Хоба. На. На. Пау. Пау. Опа, я аж 2 словила. Ничего себе. Сами еще по себе прыгают. А. Так, ну шо, все? Я убираю мои мысли на парах. Say my name, say my name. О, звездочки исчезли. Все, нету звездочек. Нет еще. На. Бам. На. Баба. Баба. Безумная. Как не... как называется это слово? Безудержное веселье. Безумное. Say my name, say my name. Так, тихо. А я жду этот. Я просто тут этот чат читаю в Дискорде, который...
О. Когда церковь обнаруживала, что кто-то виновен в грехе, который не подлежит прощению Богом, обвиняемый Бог искупить свои грехи и вновь войти в благодать Божью, пройдя очищение от греха, известное как четвертование, я, священник, благословлял святую кровь, которая оставалась в грешнике, прежде чем перерезать запястье, позволил оставшуюся кровь греха, известной как кофрис, свободно течь в урну. Ну, и что это дало? Блин. Эх. Ну ладно. Такой резкий звук молнии в игре, аж дернулся. Ну все, я возвращаюсь к вам. Еще не все перевел. А блин. Я ухожу обратно. Может, не надо это переводить, потому что это, походу, просто история, наверное. Это не подсказка. Но тут понятно еще по картинке, что тут типа кровь, короче, чья-то выливается сюда. Ну ладно, если ты переводишь, давай. Я не буду тебе мешать. Переводи. Ничего себе, я уже 4 часа, почти 5 часов стримлю. Это много или мало, интересно? Ух. Напрягли. Да. Люди, наверное, заходят и думают, почему здесь такая тишина? А мы здесь просто текст переводим, поэтому... Если кто шарит за английский. Так, что я... А, я этот же читала. Do the dead comfort you? У меня уже тут начинается этот... Ладно, давай вот это только переведем и все, наверное, больше не надо. Потому что... Сейчас там дичь начинается всякая. Я надеюсь, там нас сейчас не прихлопнут. Кровь будет выкачиваться до тех пор, пока обвиняемый не ослабеет. Считалось, что слабость заключается в том, что тело освобождается от бремени греха. Считалось, что это количество составляет примерно четверть крови грешника. Затем Корфрис был сожжен, поскольку считалось, что кровь частично человеческая, а частично демоническая. Ну вот, мы же вот эту используем. Вот она, вот эта кровь. Это кровь вот это вот демона или кого там. И мы ее вот в этого... Вместе со всеми вот этими штуками сюда в него... В каждое тело так. И потом сжигаем. Просто мне что хочется понять, как определить демона. Может быть, кто-нибудь найдет хороший гайд? Потому что я нашла какой-то гайд в интернете, но там указано, что там может демон улыбаться. Вот это тоже улыбается. Бабка тоже улыбалась, но она не оказалась демоном. Могут быть какие-нибудь царапины на теле.
царапины и указатели всякие. Ой, символы. Да блин, опять. Разве на ютубе нет прохождения этой игры? Конечно, есть, просто я это не хочу смотреть прохождение. I just want to visit you. Don't you miss me? Зачем смотреть прохождение? Want you Прохождение на something? прохождение. I thought maybe you could slit your wrist for me. Just a little cut. What's wrong, Rebecca? Подсмотреть одним глазиком. Я думаю, там очень много этот будет. Гайд же уже посмотрели, в принципе, должно так быть понятно. Ладно, давайте разбираться тогда. Ну, если будет полная попа, тогда посмотрим прохождение. Чего уж тогда делать? I can't hold anything else. Просто... блин. Полностью, конечно, не будем смотреть, а так, да, одним глазиком посмотрим. Если что, повторим. А так, конечно, там дофига на ютубе видео. There we go. Все такие, наверное, уже миллион раз поймали демонов. Ко мне заходила девочка вот недавно, и она нашла, говорит, демона рандомно вообще. Как вообще так? Не знаю. Я тоже так хочу. Нужно мне тоже рандомно поймать демона. Я бы уже с ума сошел играть в такую игру. Просто у меня, видишь, есть мотивация найти демона. А если бы тут не было ничего такого бы, то я бы уже давным-давно бы выключила эту игру, где на одном месте топчешься. Но мне эта игра чем нравится, то что это такой небольшой симулятор. И здесь пугалки всякие. Ну и то я уже к этим пугалкам привыкла. Я просто хочу найти демона, и все. И все, мне больше ничего не надо. Просто дайте мне демона поймать, пожалуйста. Пожалуйста. Опа. Слишком быстро бегаю. Даже не успевает пугать меня. Джи. Вот, я про это говорила. Сейчас знаете, что берем? Короче, первый раз у меня такая дичь. Ну, хоть дверь не лагает. Вот, вот. Вот. Сейчас знаете, что делаем? Берем вот так. Потом, короче, берем вот так. И потом, короче, бежим. И делаем вот так. И потом вот это делаем. Так. И вот так. Так, сейчас посмотрим. У меня первый раз такой, кстати. И что, если демона находишь, игра пройдена? Сдвинулись с мертвой точки, я в истории.
Сейчас, погодите, у меня кот не может войти. Да? Не то чтобы игра пройдена, а этот. Там еще я прошла на 3-ю концовку до этого. И там еще сколько? Так. И там еще 4. Господи, считать не умею. Вот. Так. Сейчас посмотрим. Это вот это, да, Invidious. Так. У нас что там за знаки? Ага. Вот это вот. Это массет. Массет. И что это значит? Никак не выделишь ничего. Массет. Это у нас массет. Ой, какой там был знак? Господи. А вот. Вот это. Вай! Блин. Так, все. Марка готова. Но нам теперь надо отгадать демона. Может быть, здесь есть информация о демонах этих. Ну вот. Ага. Нам уже вот это... У нас уже вот это было. Ай-яй-яй. Так, ну это ладно. Он говорил, кстати, вот это слово. А как я это имя скажу твое, блин? Так. Это не столь важно. Ну, я не считаю, что это, наверное, какая-то подсказка, да? Так, это понятно. Ой, блин. Ну вот интересно, он демон, нет? Что было? Что за звук был? Ну, вроде в гайде было указано, что... Сейчас я вот посмотрю. Вот. Так, вот. Вот смотри. Сейчас я покажу. Тут тоже на английском написано. Вот, короче. Мы вот это сделали сейчас только что. Ай, не тупи. Так. Ну вот, это мы угадали знаки. The House of Desolation. Чё вот это вот? Вот, видите? И вот смайлинг еще. Было вот это, да, тоже. Вот этого не было. Вот этого не было. Вот мы вот сделали вот этот пепел, короче, сожгли.
Что вот это сейчас я переведу? Так. Когда лучше всего использовать пепел? Когда вы выяснили имя демона и подозреваете определенное тело, но не совсем уверены. Символ должен абсолютно совпадать с тем же символом, что и имя демона. Если этого не происходит, значит что-то не так, и обычно это название. Если вы все еще в замешательстве, рисунок на стикерах ближе к концу покажет символ демона. Вы могли бы использовать это для перекрестных ссылок на улики. Чего? Вот тут вот что? Ой, блин, капец. Так, вот это переведу сейчас. Выяснение того, какое тело является любимым у демона. Имейте в виду, что демон обманщик и пытается обманом заставить вас выбрать не то тело. Некоторые из этих подсказок демон также сделает, чтобы обмануть вас и заставить выбрать не то тело. При условии, что это не сбой, не паникуйте, и чтобы убедиться, что вы уверены в своем выборе, посмотрите многие из этих вещей в этом списке. Уверяю вас, на самом деле это не удача жеребьевки. Вы можете легко выяснить, кто одержим, а кто нет, как только начнете разбираться в игровой механике. Так, ну-ка. Говорит, у некоторых тел будет только ухмылка или улыбка, в то время как другие тела будут постоянно вертеться вокруг, как будто они одержимы. Тот, кто ничего не делает, но улыбается, может быть демоном. И что будет, если ты выберешь не то тело? Этот демон вселится в нас, и все, и мы убьем своего начальника. И все, игра закончится. И это у меня 3-я концовка. Тот, кто ничего не делает, но улыбается, может быть демоном. Это может начаться с улыбки или закончиться улыбкой позже. Иногда демон разрезает правильное тело или оставляет неопределенный знак, похожий на метку на одной из рук. Разрезает иногда правильное тело, то есть шел 6-й час стрима, мы все еще пытались как поймать демона. Демон тоже устал уже. Понять как. Да это просто я тупая, извините. Из-за этого вы со мной так долго сидите. Так. Иногда демон разрезает правильное тело. То есть он может разрезать и неправильное, что ли? Блин. Демон хочет спать. Ну уж я точно. Так. Демон, скорее всего, будет постоянно вытаскивать свое любимое тело из холодильника, но он также может обмануть вас, вытаскивая вместо этого другие тела. Обычно это происходит, когда вы просто входите или вкатываете другое тело. Попробуйте проверить, как только вы попадете в морг, иногда демон сразу же вытащит его. Демон иногда будет больше использовать свое любимое тело. Само тело иногда будет шептать на демоническом языке. Это не то же самое, что говорить с вами по-английски. Да я тоже инглиш не знаю, поэтому тупим вместе. Так, ладно. Просто я не думала, что, оказывается, тут еще такое бывает. Вещи, которые кажутся несущественными. События автоматически нарастают по мере вашего продвижения. Если вы получаете странные события на ранней стадии, это может быть демон, но чаще всего это никогда не было надежным признаком. Например, тело встает или нападает на вас, искажая его тело. Все тела будут делать это, особенно в холодильной камере в конце вашей ночи. Короче, то, что демон отметил это тело, это может быть не демон. Короче, тут рандомно, походу, вообще прям не угадаешь. Некоторые вещи, о которых можно было бы рассказать, это другие странные отметины, которые обычно не видны на теле. Я все еще не уверен в некоторых из них, но, похоже, они помогают при поиске демона. Так, ну ладно. Ой, господи. Оказывается... Ну-ка.
Опять бабка улыбится, что ли? Короче, рандомный рандом, да. А нет, на этот раз не улыбится. В прошлый раз она прямо вот так сидела. Лежала вот так вот. А сейчас у нее обычный рот. Как-то так и можно узнать, где демон. Ну как, да, вот. Я вот тоже задаюсь этим вопросом. Как люди находят, я вообще не понимаю. Как они догадываются? Я считаю себя очень какой-то это тупенькой. И что за звуки? О, опять началось. Дискотека. Смотрите, опять этот шнягает. Интересно, Rainbow Fox здесь? Ой, блин, Rainbow. Brain Fox здесь, интересно. Опять танцы-шманцы, блин, джага-джага. Походу, демон туда вселился, наверное. Надо эту баночку опять сжечь. У этих людей мозг и Шерлока из сериала. Лучше, наверное, их вот так закрыть, потому что там написано, что демон, типа, вытаскивает тело. Это баг, да. Это опять баг. Как в прошлый раз, так же. Опять этот баг повторяется. Уже не впервые так. Он до этого здесь, короче, вот так делал. На потолке вот так джагу-джагу делал. А сейчас почему-то здесь сжечь все тела. И дело с концом. Ну, я бы так и сделала бы. Ну, тут, видишь, надо только одно выбрать, к сожалению. There we go. Бабка какая-то вся побитая. А я еще думаю, что за звук какой-то? Так. Ой. Ля-ля-ля. А, это последнее тело, оказывается. Шулдер. Рарм. Лего. Лего. Блять. Вот я испугалась теперь. Еще смеется, блин. Просто я шла и такая-то. Не ожидала. Так. Есть. Посмотрим, может, чтоб скрипт сработал. Вот уже начинается что-то. Надвигается шумиха. Ну вот, это был искренний испуг. Нету. Ладно. Так. I'm missing something. Так, ладно. Сейчас тогда все это сделаем быстренько. There we go.
Alright. Так, дальше. Сегодня, короче, был день морга. Завтра во что-нибудь другое поиграем. Как я так беру вообще? Двойную... Странно. Так, ладно. Надо побыстрее, потому что этот трэш начинается. Rebecca. Стеснительный демон какой-то все никак не покажется. Rebecca. Видали, кто это был? Походу, это парень, демон. Я надеюсь, не забагует. Видали, да, кто стоял? Парень стоял с отметкой. Но это опять же, это может быть даже и не он, а как. Короче, тут фиг поймешь. Он, не он. Что я там вытащил? Блин. Демоны! А, демоны. А. Но может быть даже и так. Что, например, вот тот первый парень, который был, может быть, даже он может быть демоном. Хоть он и не показывает. Привет, привет. Присоединяйтесь к нашему скромненькому, милому, уютненькому стриму. Такое приветствие странное, ладно. Чё опять такое, блин? I'm missing something. Опять какая-то дичь. Так. О, надо вот это и вот это. Что долго дичь продолжается. Что это было? Слышали, да? Стук какой-то. Сейчас я это закончу и посмотрю, что там. Если уж мне дают продолжить, то я продолжу, There закончу. we go. Что было? А, дверь просто закрыли. Ладно. Так. Надеюсь, ничего не забаговало. Ну нет, ну не говори, что дверь за... О! Здрасте. Можете отойти? Не видно. Так, я помню, тут надо было кое-что сделать. Так.
Что-то ванна какая-то странная. Без этого, без крана. Так. Что надо-то? Что я с собой таскаю? А, это таскаю. А, вот. Get tubing by bed. Тюбинг? А. Get needle from bathroom. Короче, надо, видите, что сделать? Кое-что запрещенное. Find lighter. Тут, походу, лежал. Spoon. И full baggy on kitchen counter. Baggy, baggy, ooh. Would you love it on a day? Baggy, baggy, ooh. О, здравствуйте, дядя, тетя. На этот раз я убежала, а в предыдущие разы я Я ждала, когда она на меня нападет. Where am I? What? What happened? О, что-то новенькое. Let me go! Hey, what are you doing? Sorry. This is the only way. Wait, no, no, why are you doing this? Help me, please! Please, Raymond! Raymond? Seriously? Raymond? Why are you hiding? Чё? Be scared. Let me out, you little shit! You fucking burn! You can never fix what you've done! Кого? See you soon. What the fuck? Это что, концовка такая? Блин, нет, это вообще никакая нахрен не концовка. Это вообще просто херня какая-то. Нет. Короче, давайте, значит, на сегодня на этом закончим. Мы вроде поймали демона, но я думала... Блин, короче. Такая вот сегодня была игра у нас, и мы облажались. Я, если что, отдельно буду сама смотреть гайды, прохождения, если что. Как что делать, чё, кого. Короче, жопа какая-то. Что ж, увидимся тогда уже завтра. Ой. Что у нас там по музыке? Завтра будет видео по новой части Салли Фейс. Так говорю грустно, как будто там что-то с Ларри случилось. А, точнее, он покончил с собой, что ли, походу. Надеюсь, все будет нормально. Что-то я тут лоб себе расцарапала, блин. Так. Ой, спасибо вам, картошечки мои. Ой, все, завтра будет стрим. Ой, видео новое и будет стрим. Вот. Завтра во что-нибудь другое поиграем, а это пока в долгий ящик куда-нибудь глубоко пока засунем.
И вам спокойной ночи заранее. У вас, наверное, еще пока рано, но у меня уже поздно слишком, надо спать, уже ложиться. Ну все, всем пока-пока. Спасибо тем, кто посмотрит это в записи. Надеюсь, вы не будете в большом шоке. В начале стрима. 2:30 ночи. У тебя? Просто я думала, тут многие у меня... А, ничего себе. Блин, иди спать. Чё ты тогда сидишь-то? Смотришь. У меня 1:30 только. Ну ладно, все, всем пока-пока. Всех целую, всех обнимаю. У меня только 7:30. Беги спать. Чё смотришь? Да, не смотри. Отвернись. Бы-бы. Ага, все, давайте, пока-пока.